Бездна вторглась в реальность. Мир на грани разрушения. Человечество вступило в эру всеобщей смены профессий. Монстры свирепствуют. Только став пробужденным, прокачиваясь и становясь сильнее, можно повести человечество к победе над тьмой. Это мир, где каждый может сменить профессию. Монстры свирепствуют. Человечество, под защитой профессиональных магов и мечников, живет одним днем. А я, Гео Чень, попавший сюда из другого мира, пробужусь как владыка людей. Я поведу героические души Хуаси на благо этого мира. Когда явится демонический лорд бездны, за моей спиной будут стоять Люй Бэу среди людей, повелитель Сян Юй и величайший император. Надеюсь, каждый из вас станет гордостью нашей первой школы. Смотрите, пришел тот, у кого шанс пробуждения всего 0,1%. Вечный неудачник. Чем это отличается от нуля? Пустая трата места. Годы усилий ради сегодняшнего дня. Даже если шанс 1 на 10 тысяч. О боже! Две редкие профессии. Первая школа в этом году взлетит. Какой контраст. Этот вечный неудачник, боюсь, сейчас расплачется. Гу Чень из 2 класса. Ха-ха-ха. Проваливай. Не мешайте нам смотреть на настоящих гениев. Как такое возможно? Ритуал прошел правильно. Действительно, безработный. Ха-ха-ха-ха. Первый в истории бесполезный безработный. Убирайся. Позор первой школы. Провалился. Нет. Что это за сила, бурлящая в моей крови? Ли Фэй, ты такой крутой. Да нет, что вы. Я не такой крутой, как вы говорите. Теперь мы с ним из разных миров. Ах, аномалия в небе. Этого не может быть. Это. Девять пять Шицунь. Что это такое? Скрытая профессия. Разве он не был 0,1% бесполезным? Этого не может быть. Ой, Гу Чень, быстрее. Покажи свои способности. 9-5 Шицун. Моя система владыки людей наконец-то активирована. Призыв. Эй! Он на самом деле призывает древнего военачальника. Ваш покорный слуга Люй Бэу прибыл по вашему призыву. Жду ваших приказов, государь. Гу Чень, это... Мой полководец. Люй Бэу. Моя техника прозрения дала сбой. Как призванное существо первого уровня может обладать такой ужасающей ментальной силой? По мере того, как Гао Чень сосредоточил свои мысли, только ему видимая панель атрибутов бесшумно развернулась. Только что переквалифицировавшийся мастер меча имеет всего 50 очков во всех атрибутах. Люй Бэу. 1 уровень. Все 4 основных атрибута превышают 600. Абсолютное превосходство. Убрать. Я чуть не обмочился. Это настоящая скрытая профессия. Гиу Чень — единственный истинный бог нашей первой школы. Отлично, просто отлично. Гу Чень, ты не только гордость первой школы, ты — надежда всего нашего города. Через 10 дней после завершения церемонии переквалификации школа проведет отборочные испытания по сопротивлению демонам. Надеемся, что все участники приложат максимум усилий. Сопротивление демонам. Отборочные испытания. Люй Бэу. Это только начало нашего пути. Каким бы сильным ни было призванное существо, это все равно внешняя сила. Сопротивление демонам. Все дело в комплексной силе. Ну и что? Я покажу тебе, что такое настоящий профессионал. Настоящий профессионал. Тогда пусть сила говорит за себя. Иго.
Разве это не гордость первой школы? Что стоишь один? Где твои генералы? Ха! И что с того, что скрытый класс? Противостояние демонам требует настоящих способностей. Надеюсь, тебя не выбьют в первом же раунде. 9-5 Шицзунь. Нет исторических данных для сравнения. Класс, слишком зависящий от призываемых существ, имеет очень низкий потолок. Как только Гиу Чень вошел, он оказался окружен гигантскими скорпионами. Он попытался использовать навык «Императорская мощь». Невидимое давление распространилось от него. Что он делает? Совершенно бесполезно. Не выдержит и удара. Действительно, эффект императорской мощи, абсолютное подавление души, тем сильнее, чем выше уровень. Дерзость. Ваш покорный слуга опоздал. Пришло время показать им, что такое несравненная мощь. Ого! Мгновенное убийство. Слишком силен. Так жестоко. Неплохо справился. Пройдя жестокий отбор, лишь дюжина элитных кандидатов добралась до места финального испытания. Перед ними король Гаргулья расправил свои крылья, затмевающие небо. Это и есть последнее испытание отбора. Те, кто стоит здесь, станут будущей основной силой в борьбе с демонами. Как только мы пройдем это, мы сможем по-настоящему ступить на поле битвы. Священный разрез меча. Ледяной домик. Невозможно. Мы просто не можем с этим справиться. Отступаем. Быстро отступаем. Это монстр разрушительного уровня. Помогите. Мы не хотим здесь умирать. Переоценивайте себя. Ты что, хочешь умереть? Наш уровень слишком низок, мы ему не ровня. Гэу Чень, ты тем более. Даже если ты можешь призывать воинов, сейчас ты тоже не сможешь противостоять. Трусы. Можете не стоять на пути. Императорская мощь. Преклонись. Золотое сияние в воздухе сплелось в огромную тень дракона. Где летающий генерал? Я здесь. Где ханский генерал? Я Хо Цуйбин. По приказу, чтобы подавить мятеж. Драконья кавалерия Хань. За мной, чтобы разгромить врага. Золотое сияние рассеялось. Гэу Чень стоял, скрестив руки за спиной. За ним стояли два генерала-защитника. Двойной призыв. Этого не может быть. Ниже. Он может одновременно призывать нескольких древних военачальников. Оказывается, это его истинная сила. 9-5 Шицзунь. Это сила, способная переписать историю. Немедленно доложите. Это только начало. Оказывается, 9-5 Шицзунь можно улучшать. Генерал второго ранга действительно намного сильнее. Наконец-то я тебя нашел. 9-5 Шицзунь. Кто ты? Время еще не пришло. Когда придет время, ты сам узнаешь. Эй, подожди. Ты бы хоть объяснил. Ох, Гу Чэнь. Ты не только побил исторический рекорд первой школы, и даже сотворил чудо для всего города Наньшань. День прихода демонов все ближе. Защита Хуаси теперь на тебе. Слышала, у вас появился редкий гений, каких не было 100 лет. Наша семья Лун ждала 9-5 Шицзунь целых 300 лет. Меня зовут Лун Линьюэ. Я хранительница семьи Лун этого поколения. Наконец-то я дождалась тебя, Гао Чень. По сравнению с каким-то там университетом, мне больше нравится эта красивая старшая сестра. Этот жетон действительно у тебя. 300 лет мы искали хранителя жетона. В чем секрет этого жетона? Конечно. Только Спаситель, способный противостоять миру демонов, сможет управлять силой, заключенной в жетоне. Через 3 дня откроется разлом бездны. Тогда тебе придется, как 9-5 Шицзунь, спасти этот мир. Спасти мир. Да ладно,
Что за пробуждение? Неужели нужно рисковать жизнью? Да ну. Я просто хочу жить обычной жизнью. Я боюсь, что это слишком большая ответственность. Я не справлюсь. Чем больше сила, тем больше ответственность. Разломы будут телепортировать различных монстров в этот мир. Тогда ты присоединишься к нам и будешь сопротивляться. Заодно покажешь мне божественную силу 9-5 Жицунь. А что мне с этого? Как спаситель мира, ты, конечно, достоин обладать всем этим миром. Звучит неплохо. Может, и правда смогу добиться успеха. Время пришло. Вся надежда на тебя. Братишка, Люй Бэу, Хо Цуйбин. Защитите граждан. Железная кавалерия Бинчжоу. Драконья кавалерия. Это монстр уровня демонического лорда. Гоу Чиню придется призвать того самого. Только западный чуский гегемон сможет сразиться с ним. За несколько сотен в месяц. Ты хочешь, чтобы я рисковал жизнью? Следуй за мной. В смутные времена. Кто зовет меня? Моя сила. Неужели я могу призвать западного чуского гегемона? Ха-ха-ха. Вот это да. Только такой достоин сразиться со мной. Гоу Чень, объединим наши мысли. Еще и новые навыки. Это только начало. Я чувствую, что владыка бездны скоро пробудится. Тогда боюсь. Не ожидал, что я такой крутой. Не волнуйтесь, пока я здесь. Сколько бы монстров ни пришло, это пустяки. Как и ожидалось, ты меня не разочаровал. Однако 9-5 Шицзун скоро станет моим. Сила, которую семья Лун оберегала 300 лет, в конце концов, будет принадлежать мне. Это место, святилище, которое семья Лун оберегала из поколения в поколение. Посмотрите на эти 9 божественных статуй. Каждая соответствует одному из 9 божественных генералов Хуася. Только 9-5 Жицунь может пробудить их спящую силу. Линьюэ, как ты посмела привести чужака в святилище? Этот парень, он действительно 9-5 Жицунь. Он может призывать божественных генералов. Я видела это своими глазами. Семья Лун оберегает истинное наследие Хуася, а не всякий сброд, который может выдавать себя за божественных генералов. 9-5 Чидзунь. 9 генералов резонируют. Если он не сможет вызвать резонанс, ты знаешь, каковы будут последствия за вторжение в запретное место. Если вы мне не верите, идите и сами станьте спасителями мира. Я как раз не очень-то и хочу этим заниматься. Не дерзи! Почему всегда найдутся те, кто не верит? Тогда посмотрите сами. Это резонанс 9 генералов. За 300 лет никто не... Смотрите, он тот, кого мы ждали. Это ты убил моего брата. Все кончено. Не думал, что этот монстр появится так быстро. Гоу Чень, самое время показать старейшинам твою силу. Героические души Хуася. За мной уничтожим демона. Где генерал Ишу? Генерал Гуан здесь. Кто посмеет навредить моему государю? Это святой воин мира людей. Даже если святой воин явится, он вас не спасет. Небо разорвано пополам. Нет,
Государь, осторожно. Сила этого негодяя намного превосходит ожидания. Как так? Даже святой воин не может сопротивляться. Жалкие смертные смеют противостоять богам. Позвольте показать вам истинную силу разрушения. Остается только сражаться изо всех сил. Люй Бэу, Ход Суйбин, Сан Юй. Идите в бой вместе с генералом Гуанем. Ха! Ваш покорный слуга повинуется. Хм. Смешно. Позвольте показать вам. Вот что такое абсолютное превосходство в силе. Гоу Чиню нужно спешить. Он поглощает жизненную силу этого мира. Государь, мне стыдно показаться перед старейшинами Цзиндуна. Драконья кавалерия Хань полностью уничтожена. Нужно найти способ переломить ситуацию. Государь, бегите скорее. Я, ваш покорный слуга, клянусь стоять насмерть. Неужели действительно нет никакого способа? Есть еще один способ. Используя кровь нашей семьи Лун, пробудить прародителя нашего клана. Того, кто покорил 8 сторон света, истинного дракона, объединившего Поднебесную. Тогда чего же ты ждешь? Но насильственное прорывное повышение уровня несет угрозу жизни. Чего бояться-то? Если не прорвемся, то сейчас же погибнем. Напрасно. Этот мир обратится в ничто. Нет, еще не конец. Время застывает. Императорская мощь проявляется сама собой. Да, в исторических записях сказано, когда император Шихуан совершал свои путешествия. Все существа расступались, и само время уступало ему дорогу. Теперь он действительно будет пробужден. Это дракон-предок. Дыхание дракона-предка. Если его величество явится, какие бы ни были боги или демоны, все они склонятся перед ним. Ха-ха-ха. Неужели это тот, кто, будучи простым смертным, заставил всех богов бояться, даже взглянув на восток? Земной император. Разве он уже не был? Первый император Инчжэн. Величайший император снова явился в мир людей. С мощью владыки людей он совершит деяния по спасению мира. Золотой столб света пронзил небо и землю. Фигура Инчжэна полностью материализовалась. 12 нефритовых бусин слегка покачивались. Куда бы ни падал его взгляд, время и пространство словно замирали. Все подчинялось ему. Это сила пространственно-временного закона. Рассейся. Слово стало законом. Императорская мощь подобна тюрьме. Как и записано в летописях, ни единой ошибки. Невозможно. Как в этом мире может существовать такое? Разве я позволил тебе уйти? Нет. Приветствуем дракона-предка. Ваше Величество, ваша божественная мощь защитит нашу Хуася. Твоя родословная уже пробудилась. Однако, в этом мире бушуют скрытые течения. Твои враги далеко не мелкая проблема. Внешние силы подстерегают, границы миров истончаются. Ты должен как можно скорее собрать 9 треножников и по-настоящему овладеть властью владыки людей. Тогда ты сможешь защитить этот мир. Собрать 9 треножников. Враги извне. Неважно, кто враг. Раз уж я выбрал этот путь, я пройду его до конца. Ваше Величество, владыка людей, вся семья Лун готова подчиняться вашим приказам. Желаю вам поскорее собрать 9 генералов, чтобы встретить грядущую катастрофу. Сначала позаботьтесь о раненых и восстановите это место. Что касается деталей, поговорим, когда она очнется. Дракон-предок явился. Могущественный враг был повержен. Но предупреждение Инчжэна указало Гиу Чиню на еще более трудный путь. Миссия владыки людей только начиналась. Весть об уничтожении повелителя бездны вихрем пронеслась по всему миру. Она принесла не только ликование после пережитой катастрофы, но и пристальное внимание всех сил. На следующий день огромный дирижабль, выполненный в высокотехнологичном стиле и с эмблемой Высшего Совета Империи, зависла над городом. Господин Гу Чень, учитывая ваш выдающийся вклад в отражение вторжения бездны, мы присваиваем вам звание имперского героя и предоставляем поддержку ресурсами высшего уровня. Но для этого вам необходимо отправиться в имперскую столицу и безоговорочно сотрудничать с нашими исследованиями. Имперский совет не един. Особенно радикальная фракция.
Они всегда стремились контролировать и воспроизводить так называемую силу богов. Эта поездка может обернуться для тебя клеткой. Невинный человек, владеющий сокровищем, сам навлекает на себя беду. Твоя сила не та, на что они могут посягнуть. Благодарю совет за щедрость. Однако моя сила только начинает проявляться, и мне еще нужно ее укрепить. К тому же, раны моих спутников еще не зажили. Сейчас дальняя поездка была бы неуместна. Вопрос о присоединении прошу отложить на потом. Господин Гиу Чень, возможности, на которые рассчитывает совет, никого не ждут. Надеюсь, вы не пожалеете о сегодняшнем решении. Ты отказал им, это равносильно пощечине радикальной фракции. Они так просто это не оставят. Я знаю. Но если бы я пошел, моя жизнь перестала бы принадлежать мне. Император Инчжэн прав. Владеющий сокровищем сам навлекает на себя беду. Лучше стать сильным самому, чем зависеть от других. Семья Лун полностью поддержит тебя. Статуя 9 генералов в тайном измерении, возможно, ключ к твоему быстрому развитию. Завтра мы снова войдем в тайное измерение. Мне не терпится увидеть, что произойдет, когда мы соберем всех 9 генералов, и какой силой тогда будет обладать 9-5 Шицунь. Ночь сгущалась. Несколько призрачных фигур, используя темноту как прикрытие, бесшумно проникли на верхние этажи отеля. Они двигались беззвучно, их аура была холодной и мощной. Очевидно, они были хорошо обучены. Цель подтверждена. Операция по устранению начинается. Пришли. И их немало. Сила их не слаба. Это происки совета? Или других сил? Неважно, кто это. Раз уже осмелились прийти, то будьте готовы остаться здесь навсегда. В номере отеля глубокой ночью внезапно возникла смертельная опасность. Несколько убийц в новейших оптических, невидимых чешуйчатых доспехах, сбросив маскировку, с разных неожиданных углов, начали смертельную атаку. Осторожно, это отряд убийц совета. В тот момент, когда энергетический клинок почти коснулся его тела, спящая сила владыки людей в Геу Чине наконец полностью пробудилась, проявляя невообразимую мощь. Императорская мощь. Подавить. Невидимое поле, исходящее от него, мощно распространилось, окутав весь люкс в уникальном домене. Движения всех вторгшихся мгновенно замедлились. Как это возможно? По данным разведки, он всего лишь призыватель. Главарь убийц в ужасе обнаружил, что его эсранговая сила под этим давлением была беспомощна, как у младенца. С такими способностями осмелились меня проверять. Геу Чень сложил пальцы, как меч. Сгусток золотой энергии меча, сконцентрированный до предела, собрался на кончиках его пальцев, излучая пугающее давление. Энергия меча, не ослабевая, отбросила главаря убийц и намертво пригвоздила его к несущей стене позади. Я оставляю тебе жизнь. Передай совету. Выжившие убийцы в ужасе смотрели на это, полностью потеряв волю к битве. Если снова протянете лапы, я не против лично отправиться в совет и подстричь их. Выжившие убийцы, словно получив помилование, поспешно сбежали с места происшествия, даже не позаботившись о главаре. Ты в порядке? Что это было? Лун Линьюэ потрясенно смотрела на Геу Ченя, чувствуя, как в нем бурлит новый уровень силы. Вот оно что. Такова истинная мощь владыки людей. Хотя эта битва была короткой, она знаменовала, что Геу Чень начал по-настоящему овладевать своей силой. Совет так быстро отправил отряд убийц. Похоже, они действительно забеспокоились. Лун Линьюэ осознала, что скорость роста Геу Ченя уже превзошла все ожидания, включая тех врагов, что скрываются в тени. С завтрашнего дня мы должны ускорить темп тренировок. Раз уже не так торопятся. Мы не можем их разочаровать. В эту ночь мощь владыки людей впервые собственной силой Геу Ченя потрясла всех тайных наблюдателей, а также предвещала, что занавес новой эры поднимается. Хорошо, семья Лун окажет тебе полную поддержку. Чтобы справиться с угрозой извне, о которой говорил первый император, Высший совет империи организует турнир звезд. Номинально это обмен опытом, но на самом деле проверка силы молодого поколения всех фракций. Этот турнир непрост. Совет хочет воспользоваться случаем, чтобы выяснить истинную силу всех сторон. И тебя тоже. Когда Геу Чень вошел в сопровождение Лун Линьюэ, весь зал тут же пришел в волнение. Бесчисленные взгляды сфокусировались на этом новоиспеченном владыке людей. Смотрите. Это Гу Чень, призывающий великих полководцев всех времен. В разных частях арены несколько выдающихся гениев одновременно обратили свои взоры на Геу Ченя с разными выражениями лиц. Однако, всего лишь везунчик, полагающийся на призванных существ. Со стороны Кунь-Лунсю юноша в зеленом одеянии, с древним мечом за спиной, презрительно усмехнулся. Меч циструилась по его пальцам. Если бы не эти знаменитые генералы,
у него не было бы даже права стоять здесь. Восточное искусство призыва, значит. Что ж, посмотрим. Отборочные матчи быстро начались. Ли Фэй и Дай Бай, сражаясь за честь команды, неуклонно поднимались в рейтинговой таблице. Спасибо за бой. Ледяной барьер, откройся. Дай Бай применил ледяное заклинание, превратив всю арену в мир льда и снега. А Геу Чень все это время спокойно сидел в зоне отдыха, не обращая внимания на окружающий шум, словно чего-то ждал. Почему он до сих пор не вступает в бой? Неужели испугался? Некоторые нетерпеливые участники сами бросали вызов, но Геу Чень с легкостью отражал все атаки благодаря своей ловкости. Как это возможно? По мере продолжения соревнований настоящие мастера начали проявлять себя. Атмосфера на арене становилась все более напряженной. На высокой платформе несколько представителей совета обменивались многозначительными взглядами, тайно фиксируя выступление каждого участника. Этот парень непостижим. За ним нужно внимательно наблюдать. На закате дня отборочные матчи подошли к концу. Настоящие поединки сильнейших вот-вот начнутся. Завтра нужно будет размяться. Представление только начинается. Турнир звезд достиг своего пика. Командная битва развернулась в отдельном пространстве. Это симулированное древнее поле битвы было пропитано атмосферой запустения и смерти. Осторожно! Мужун Сю и Ли Сяя объединились. Они идут к нам. Команда Геу Ченя быстро оказалась в окружении Мужун Сюэ и Ли Сяя. Ледяные мечи и даосские заклинания сплелись в смертоносную сеть. Эти двое слишком сильны вместе. В самый критический момент битвы центральная область поля боя внезапно задрожала. Властная и несравненная боевая воля взметнулась в небо. Что это? Пространство рушится. Под потрясенными взглядами толпы расплывчатая, но величественная тень медленно сгущалась в боевой воле. Малец, если выдержишь 3 удара моей алебарды, этот флаг твой. Зал ахнул. Все узнали, что это легендарный западный Чубаван, но не ожидали, что он появится здесь. Разве боевой дух Бавана может быть побежден простым смертным? Гэу Ченю конец. Когда все думали, что Гэу Чень откажется, он громко рассмеялся и шагнул вперед. Почему бы и нет? Кровь Гэу Ченя бурлила. Сила владыки людей впервые заработала на полную мощь, образуя на теле плотные золотые доспехи. От первого удара алебарды руки Гэу Ченя онемели. Второй удар сотряс его внутренние органы. А от третьего удара у него изо рта пошла кровь. Гэу Чень! Боевой дух Бавана убрал алебарду и встал, громко закричав в небо. Его голос сотряс окрестности. Какая смелость! Этот луч боевой воли я дарю тебе. В момент слияния с боевой волей физическая сила Гэу Ченя резко возросла, а его аура стала еще более плотной и могучей. Он действительно принял 3 удара топором от Гегемона. Под благоговейными взглядами окружающих Гэу Чень протянул руку и снял знамя бога войны боевой дух Гегемона, довольный, медленно рассеялся. Этот подарок меня вполне устраивает. После слияния с боевым духом Гегемона Гэу Чень почувствовал, как сила внутри него готова вырваться наружу. В пределах его взгляда никто не осмеливался смотреть ему в глаза. Это давление. Гэу Чень не обратил внимания на толпу и направился прямо к парящему знамени бога войны там, где он проходил, люди сами расступались, образуя путь. Это дыхание 9 треножников. В тот момент, когда он схватил знамя боевой дух, усвоенный Гэу Ченем и сила Инчжина в его сознании вступили в резонанс. Таинственное чувство указывало прямо на Иго-Восток. 9 треножников. После того, как Гэу Чень завоевал титул чемпиона, щедрые награды посыпались одна за другой. Однако его больше всего волновало это таинственное ощущение. Поздравляю с победой, господин Гэу. Не окажете ли честь присутствовать на праздничном банкете? Когда турнир подошел к концу, оценка Гэу Ченя со стороны различных сил снова возросла. Однако он принял неожиданное решение. Немедленно отправиться в юго-восточном направлении. В пути Лун Линьюэ вспомнила записи из древних книг своей семьи, выражение его лица становилось все серьезнее. Древние записи семьи гласят: каждый раз, когда появляется треножник Цючжоу, это вызывает яростную контратаку бездны. Эта новость заставила всю команду осознать, что это путешествие будет опаснее, чем они думали. Плевать на контратаки. Мы пойдем с тобой. Пока все были в пути, в глубоких горах на юго-востоке уже начались изменения. Треножник Джиджоу должен быть уничтожен.
Геу Чень почувствовал колебания издалека и невольно ускорил шаг. Нет времени идти медленно. Полный вперед. Следуя за ощущением треножника Цзючжоу, Геу Чень и его спутники углубились в горный хребет погребенных богов. В этой древней области пространство было хрупким. Чем ближе они подходили к цели, тем сильнее становились встречающиеся монстры. Пространственные разломы здесь становятся все плотнее. Похоже, мы нашли правильное направление. Будьте осторожны. Местные монстры непросты. И действительно, вскоре они столкнулись с засадой, возглавляемой разумными высшими демонами. Владыка людей, это место станет твоей могилой. Защитите магов. Дайбай, готовь ледяной домик. Ли Фэй, защищая Дайбая во время колдовства, был ранен когтями некоего существа. Ранение друга пробудило потенциал Дайбая. Его ледяная магия изменилась, приобретя способность замораживать души. Вы все должны умереть. Отлично, Хоцуйбин. Со мной прорвем строй. Геу Чень призывает Хоцуйбина, и его железная кавалерия атакует, мгновенно разрывая строй монстров. Драконья кавалерия Хань, со мной сокрушим врага. Прорвавшись сквозь окружение, все в глубокой пещере в долине нашли треножник Цзичжоу, окруженный лавой. Это треножник Цзичжоу, один из 9 треножников. Однако, в тот момент, когда Геу Чень коснулся тела треножника, холодный ментальный удар пронзил его море сознания. Владыка людей, наконец-то я тебя нашел. Кто ты? Я, злой бог бездны. Твое существование в конечном итоге обратится в ничто. Геу Чень, что с тобой? Геу Чень, сдерживая ментальный удар, позволил силе владыки людей резонировать с телом треножника, временно изолировав ментальное вторжение злого бога. Это злой бог бездна. Он все это время ждал нас. Похоже, мы попали в ловушку. Тем временем, демоническая энергия за пределами пещеры внезапно стала еще гуще. Очевидно, злой бог стягивает больше сил. Государь, я, ваш покорный слуга, готов повести кавалерию, чтобы прорубить вам путь. Нет, раз уж мы пришли, мы должны забрать этот треножник. Все, готовьтесь к смертельной битве. Психическая атака злого бога была рассеяна холодным фирканьем Инчжина. Геу Чень воспользовался моментом, чтобы изо всех сил очистить треножник Цзичжоу. Это сила национальной судьбы, несущая в себе горы, реки и общество. В момент успешного очищения Геу Чень почувствовал глубокую связь между собой и землей под ногами. Вот оно что. Это и есть сила национальной судьбы. Геу Чень попытался использовать силу национальной судьбы, чтобы исцелить Ли Фэя. Раны заживали прямо на глазах. Это просто чудо. Чувствую себя даже сильнее, чем до ранения. Теперь мы снова можем сражаться плечом к плечу. Пока все радовались, пещера внезапно сильно затряслась. Злой бог был окончательно разъярен. Вы, ничтожные муравьи, украшие энергию неба и земли. Примите суд бездны. Энергетические колебания этого монстра намного превосходят предыдущих лордов бездны. Государь, позвольте мне повести кавалерию, чтобы сначала проверить его силу. Не нужно. Этот монстр как раз подойдет. Давайте проверим мощь силы судьбы страны. Поддержите меня, ребята. Смотрите, как я усмирю эту тварь. Осторожно. Его аура какая-то странная. Мне создать ледяную стену для прикрытия? Не нужно. Сегодня я покажу вам, что такое мощь владыки людей. Геу Чень сделал шаг вперед. Его тело окутал яркий желтый свет. Сила земных жил всей пещеры начала резонировать с ним. Умри! Как раз вовремя. Горы и реки – мой щит. С криком Геу Ченя земля впереди внезапно поднялась, образовав земляную стену с узорами гор и рек. Невозможно! Ты только что починил треножник Цзичжоу. То, что тебя удивит, еще впереди. Геу Чень снова сложил пальцы в печать. Скальный потолок над головой начал сильно дрожать. Бесчисленные валуны, окутанные желтым светом, обрушились вниз. Осторожно! Он поглощает демоническую энергию из земных жил. Сшитый монстр бешено впитывал демоническую энергию, просачивающуюся из-под земли. Его размер увеличился в несколько раз. Похоже, придется действовать всерьез. Поглотив демоническую энергию, сшитый монстр резко увеличился в размерах. Исходящий от него гнилостный запах был отвратителен. Он почти полностью заполнил всю пещеру. Защитный строй 9 драконов. Подъем! Защитный строй, установленный Лун Линьюэ, в момент контакта с монстром мгновенно померк и разрушился. Метеоритный дождь мечей. Ледяная буря. Энергия меча Ли Фэя и ледяная магия Дайбая попали в монстра, но оставили на его теле лишь мелкие царапины. Букашки смеют гневить бездну. Ты закончил свою болтовню. Геу Чень идеально объединил силу судьбы страны со своим императорским величием владыки людей. Он сделал шаг вперед. Императорская мощь, как тюрьма.
Горы и реки подавляют демонов. Не успел он договорить, как вся пещера словно ожила. Окружающие скалы излучали плотное желтое свечение. Невидимое гравитационное поле мгновенно опустилось. Он превратил все пространство в свою область. Ох, это. Вот истинная мощь силы судьбы страны. Слишком сильно. Гео Чень поднял руку и надавил, активируя силу земных жил. Земля под ногами монстра резко провалилась. Раскаленная лава хлынула вверх. Этого не может быть. Как ты можешь контролировать такую силу? Тот, кто прячет свою голову и хвост. В следующий раз я приду лично, чтобы уничтожить тебя. После полного очищения монстра, демоническая энергия пещеры постепенно рассеялась, оставив лишь чистую силу судьбы страны, циркулирующую в воздухе. Пока все отдыхали, из глубины пещеры внезапно раздался странный резонанс. Будто он откликнулся на треножник Цзичжоу. Это указывает на местоположение следующего треножника. Новое путешествие вот-вот начнется. А в бездне некоторые более древние злые боги из-за этого провала стали уделять больше внимания этому новому владыке людей. Владыка людей, 9 треножников. Мы скоро снова встретимся. Весть о возвращении Гео Ченя с треножником Цзичжоу быстро вызвала переполох среди высших чинов империи. Было тайно созвано внутреннее совещание. Они сильно разошлись во мнениях относительно того, как поступить с этим новым владыкой людей. Пробуждение владыки людей – это воля небес. Мы должны полностью поддержать его развитие. Это неконтролируемая сила. Слишком опасно. Ее необходимо ограничить. Я предлагаю немедленно взять Гео Ченя под контроль и всесторонне изучить источник его силы. После ожесточенных споров, Высший совет империи решил провести слушание, потребовав от Гео Ченя публично объяснить происхождение треножника Цзичжоу и его собственной силы. Гео Чень, просим вас честно сообщить, откуда же взялась эта невероятная сила? Первоначальный допрос быстро превратился в агрессивное обвинение. Вопросы Моссеса и других становились все острее. Вы связаны с силами бездны. Эта сила пришла из другого мира. Старейшина Моссес, пожалуйста, выбирайте выражение. Гео Чень только что отразил могущественного врага бездны ради человечества. И вы так обращаетесь с героем человечества. Ничего, столкнувшись с многочисленными обвинениями. Гео Чень спокойно встал. Вокруг него начало струиться слабое сияние. Моя сила исходит из крови Хуася, из судьбы человечества. Это не то, что совет может даровать, и не то, что он может отнять. Это резонанс гор и рек. Он действительно избран небесами. Вы угрожаете совету. Я лишь констатирую факты. Судьба человечества никогда не нуждалась ни в чьем одобрении. В море сознания Гео Ченя Ин Чжен редко выражал одобрение. Весьма неплохо. Уже есть немного величия, подобающего владыке людей. Если больше ничего нет, то мы отклоняемся. Нам нужно продолжать искать остальные 9 треножников. В конце концов, на некоторых нельзя полагаться. Поэтому мы должны сами защищать человечество. Сказав это, Гео Чень развернулся и ушел. Лун Линьюэ и Ли Фэй последовали за ним, оставив ошеломленных членов совета. Если ты не можешь быть использован мной, то не вини меня за крайние меры. Следующий треножник на севере. Мы отправимся завтра. Только что в совете сила, которую ты показал, была лишь верхушкой айсберга силы судьбы нации. Только когда соберешь все 9 треножников, сможешь проявить истинную силу. Теперь я наконец понимаю, почему силы бездны пытаются остановить нас. Фигуры троих удалялись, а за окном верхнего этажа здания совета Моссес холодно наблюдал за ними. Сообщите церкви бездны, что я согласен с их условиями. Заговор против Гео Ченя тихо разворачивался в тени. Жесткая позиция Гео Ченя в совете, хотя и напугала консерваторов, но полностью разозлила радикалов. Старейшина Моссес ночью прибыл в секретную лабораторию под зданием совета. Старейшина, проект богохульства готов. Запускайте, раз он не может быть использован нами. Пусть он увидит истинную мощь совета. Тем временем, в глубинах северных гор, ранее появившиеся силы теней пытаются насильственно взломать печать треножника. Быстрее. Мы должны получить треножник Инчжоу до прибытия владыки людей. Однако их насильственное вскрытие печати вызвало обратный удар печати. Вся горная цепь начала сильно дрожать. Отступаем. Печать оказалась сильнее, чем ожидалось. Гео Чень, находящийся за тысячи ли, внезапно почувствовал приступ сердцебиения. Сила судьбы страны передала сильные колебания. Плохо. На севере что-то случилось. Ты тоже это почувствовала? Немедленно отправляемся. Печать была затронута. Гео Чень и его спутники всю ночь спешили на север. Наконец, на рассвете,
Они прибыли на место происшествия. Какая сильная остаточная энергия. Это не аура бездны. И это не человеческая сила. Это своего рода никогда ранее не виданная энергетическая волна. Они даже умеют использовать древние запретные техники. Пока Богомол ловит цикаду. Иволга уже позади. Помимо бездны и совета, есть еще третья сила, которая жаждет 9 треножников. Та же аура была у той тени, что появилась возле общежития. Это та же аура. Пока все расследовали, вдалеке внезапно раздался оглушительный рев. Что это за монстр? В нем одновременно чувствуется аура бездны и человека. Похоже. Совету не терпится действовать. Пока Гео Чень готовился к битве. На вершине далекой горы несколько теней молча наблюдали за происходящим. Пусть они сначала измотают друг друга. 9 треножников все равно будут нашими. Пока Гео Чень выслеживал загадочную теневую силу. Семейный нефритовый амулет Лун Линюэ внезапно вспыхнул ослепительным красным светом. Это высший уровень сигнала бедствия нашей семьи. С треножником Юньчжоу что-то случилось. Немедленно используйте свиток пространственной телепортации. Ли Фэй, Дайбай, приготовьтесь к бою. Когда все прошли сквозь портал, их взору предстало опустошенное поместье семьи Лун. Госпожа, скорее спасите треножник Юньчжоу. В самом сердце тайного царства. Группа людей в черных плащах осаждала последний защитный барьер. Треножник Юньчжоу внутри барьера тускло мерцал. Это куб пустоты. Они нашли этот запретный артефакт. Стойте. Лидер в черном плаще, почувствовав ауру владыки людей от Гео Ченя, медленно обернулся. Его взгляд из-под маски был холоден как лед. Владыка людей. Я ждал тебя. Так это вы, те теневые силы, что постоянно шпионили. Шпионили. Нет. Мы просто забираем то, что по праву принадлежит нам. Гоу Чень, барьер не продержится и четверти часа. Давай сначала разберемся с этими отбросами. Я пойду уничтожу этот куб. Гео Чень, чувствуя сигнал о помощи, исходящий от треножника Юньчжоу внутри барьера, почувствовал, как сила судьбы его страны закипает в нем. Вы защищайте барьер. Я разберусь с ним. Всего лишь ты, только что пробудившийся владыка людей. Осторожно! Это пустотная эрозия. Гео Чень активировал силу треножника Цзичжоу внутри себя. Перед ним возник земляно-желтый барьер. Какая жуткая сила. Она даже способна разъедать силу национальной судьбы. Вот и вся сила владыки людей. Сегодня треножник Юньчжоу сменит владельца. Столкнувшись со странным построением человека в черном и черным кубом, сила национальной судьбы Гео Ченя исчезала, как камень в море. Барьер семьи Лун был в опасности. Так дальше не пойдет. Барьер не выдержит. Позвольте мне попробовать еще раз. Не горячись. Это построение странное. В этот критический момент в голове Гео Ченя прозвучал спокойный и собранный голос. Государь, это построение кажется сложным. Но на самом деле это разновидность засады со всех сторон. Позвольте Синь временно взять ваше тело, и я прорву его неожиданной атакой. Хорошо. Я доверяю это генералу. После того, как Хан Синь взял контроль над телом, взгляд Гео Ченя мгновенно стал острым, как у орла. Весь его облик изменился до неузнаваемости. Ли Фэй, займи оппозицию Ли. Дайбай, займи оппозицию Кань. Лун Линюэ, займи оппозицию Чжэнь. Эти позиции вообще не в центре формации. Я понял. Это отвлекающий маневр. Все, делайте, как он сказал. Трое быстро заняли свои места, а Гео Чень, ступая загадочными шагами, быстро перемещался по полю боя. Что он делает? Эти шаги. Внезапно Гео Чень соединил два пальца, используя их как копье, указал прямо в пустоту, на, казалось бы, незначительную точку. Лагерь прорыва. Атака. Три силы и мощь владыки людей сошлись в узле пустоты, вызывая цепную реакцию. Ядро формации человека в черном плаще сильно задрожало. Невозможно. Как он мог узнать, где находится глаз формации? Формация начинает рушиться. С пронзительным треском формация человека в черном плаще полностью рухнула. Трещины на черном кубе продолжали расширяться. Ты понимаешь великий путь военных формаций. Засада со всех сторон. Основана на иллюзии и реальности. Твоя формация была слишком очевидной, и это выдало ее слабое место. Когда Гу Чень успел это понять? Это не Гоу Чень. Это один из героических духов военного стратега. Лидер в черном плаще, видя, что ситуация безнадежна, поспешно забрал поврежденный куб пустоты.
Владыка людей, мы еще встретимся. Ты в порядке? Все хорошо. Я не ожидал, что военная стратегия генерала Хан Синя настолько искусна. Это был Бог войны Хан Синь. Неудивительно, что он смог с первого взгляда разгадать тайну формации. Именно в этот момент из тела Гео Ченя внезапно раздался величественный рев дракона. Это аура дракона-предка. Вот оно что. 9 треножников изначально едины. 9 провинций, один источник. Треножники усмиряют горы и реки. Сила треножника Цичжоу, пройдя через тело Гео Ченя, преодолела пространство и влилась в треножник Юньчжоу. Смотрите, треножник Юньчжоу двинулся. Кажется, я чувствую. Зов треножника Юньчжоу. В тот момент, когда Гео Чень откликнулся на треножник Юньчжоу, над тайным царством внезапно появилась пространственная трещина. Похоже, есть и другие, кто выжидает, как 40 позади. Это церковь бездны. Они нашли вход в тайное царство. Как раз вовремя. Пора испытать мощь 2 треножников. Резонанс 2 треножников. Это предвестник единения судьбы страны. 2 луча света переплелись в воздухе, превратившись в огромного горно-речного дракона с четкой чешуей. Это... Как величественно. Подавить. Горно-речной дракон тут же ринулся вниз. Драконья мощь сотрясала небо и землю. Все тайное царство дрожало от этого. Нет. Под ударом дракона монстры из трещины рассыпались, как песчинки. Божественная мощь владыки людей. Кризис миновал. Треножник Юньчжоу автоматически подлетел к Гао Чиню, излучая мягкое сияние. Вот она, сила 2 соединенных треножников. Треножник Юньчжоу официально признал своего хозяина. Судьбы 2 треножников связаны. Гео Чень почувствовал, что его контроль над горами и земными венами удвоился. Это просто способность передвигать горы и заполнять море. Невероятно. Старейшины семьи Лун, увидев это, один за другим преклонили колени в благоговении. Семья Лун готова служить владыке людей и следовать за ним из поколения в поколение. Просим владыку людей вести нас. Возродим славу человечества. Прошу, встаньте. Защита человечества – наш прямой долг. Именно в этот момент в сознании Гео Ченя раздался властный голос Инчжена. Собрав 3 треножника, можно предварительно пробудить душу Великой Стены. Действуй немедленно. Великая Стена. Что с тобой? Его Величество Инчжен сообщил, что, собрав 3 треножника, можно пробудить душу Великой Стены. Го. Великая Стена. Легендарный вечный барьер, защищающий Хуаса. Тогда чего же мы ждем? Где следующий треножник? Восток. Треножник Сюйчжоу находится на востоке. Восток – это направление бескрайнего моря. Готовимся к отправлению. Мы должны опередить другие силы и найти треножник Сюйчжоу. Согласно слабому резонансу, возникшему от 2 треножников, 3-й треножник Сюйчжоу, похоже, скрыт в глубинах Восточного моря. Команда Гео Ченя, поднявшись на специально изготовленный семьей Лун духовно летающий корабль, отправилась в бескрайнее море. Восточное море издревле богато тайными местами. Похоже, поиски треножника Сюйчжоу на этот раз не будут легкими. Аура треножника очень слаба, но оно определенно на востоке. Спустя несколько дней плавания, спокойная морская гладь внезапно вздыбилась гигантскими волнами. Небо затянуло темными тучами. Этот шторм начался слишком внезапно. Это необычный шторм. В нем содержится аномальная энергия. В центре шторма медленно проявился парящий дворец, созданный из водяного пара. Он был невероятно красив. В нем смутно мерцали очертания треножника. Это необычный мираж. В нем содержатся реальные пространственные колебания. Осторожно! Это может быть опасное место, привязанное к реальному пространству. Летающий корабль был поглощен невидимой силой и втянут в парящий дворец. Все обнаружили, что оказались в странном пространстве, окутанном водяным паром. С этим паром что-то не так. Он влияет на мою ментальную силу. Внезапно несколько монстров, состоящих из чистой воды, выпрыгнули из водяной стены и атаковали всех. После того, как их тело разрубали, они немедленно восстанавливались. Используйте ледяное заклинание. Дай-бай. Заморозь их. Как только Дай-бай приготовился колдовать, взгляд Ли Фэя внезапно помутнел, и он застыл на месте. Ли Фэй, что ты делаешь? Он попал под действие миражного тумана. Он в ловушке иллюзии. В иллюзии Ли Фэй сражался с Гео Чинем, созданным его внутренним демоном. Яростно сражался. Почему ты всегда сильнее меня? Я не смирюсь. Его нужно привести в чувство. Я заморожу миражный туман экстремальным холодом. Вы защитите его. Дай-бай сложил руки в печать, и вокруг него распространился пронизывающий холод.
Капли воды в воздухе начали замерзать. Работает. Продолжай. По мере замерзания миражного тумана, движения Лифея постепенно замедлялись. Его взгляд начал проясняться. Я. Что со мной было? Ты попал под действие миражного тумана. Как ты себя чувствуешь сейчас? Я напал на тебя. Миражный туман слишком плотный. Я не продержусь долго. В этот момент из глубин пространства тень треножника внезапно стала четкой. Древняя аура разлилась вокруг. Это треножник Сюйчжоу. Он находится в самом сердце этого пространства. Мы должны как можно скорее забрать треножник, иначе мы навсегда застрянем здесь. Когда все приготовились углубиться, водяные стены вокруг внезапно сильно заволновались. Все больше водных монстров собиралось. На этот раз меня больше не одурачить. Следуйте за мной. Мы ударим прямо в сердце. Геу Чень повел всех через мираж в удивительное подводное тайное царство. Здесь не было морской воды, только огромный воздушный пузырь, окружающий древние руины. Здесь находится треножник Сюйчжоу. Какая чистая водная аура. Что-то приближается. Внезапно пространство перед алтарем заволновалось. Восточный божественный дракон, состоящий из чистой водной эссенции, медленно появился. Это настоящий дракон. Я — дух морского тотема, защищающий этот треножник 1000 лет. Смертные, чего вы ищете? Я, Гу Чэнь, пришел, чтобы собрать 9 треножников. Я пришел, чтобы защитить человечество. Силу легко получить, но великий путь трудно найти. Понимаешь ли ты, что такое путь управления водами? Что значит питать все сущее? Как на это ответить? Это испытание не решить силой. Внезапно Геу Чень открыл глаза. На его губах появилась понимающая улыбка. Путь управления водами не в преграждении, а в направлении. Питать все сущее не в даянии, а в трансформации. Это. В момент появления фантома Великого Юя за его спиной возникла величественная картина направления рек и усмирения наводнений. Вода может нести лодку, но может и опрокинуть ее. Действуя в соответствии с потоком, достигнешь цели. Вот оно что. Дух тотемного дракона, почувствовав родственную энергию и заслуги в управлении водами, радостно кружил в воздухе. Благодарю вас, старший, за помощь. Он признал тебя. Геу Чень начал очищать треножник Сюйчжоу. Он почувствовал, как сила внутри него претерпевает чудесные изменения. Вот оно, чувство контроля над всеми водами. Мысли Геу Ченя пришли в движение. Водяной пар в тайном царстве заплясал в ответ, принимая различные формы. Мудро используй силу воды, чтобы питать все живое. Не пренебрегай этим даром. Ваш младший обязательно запомнит это. 3 треножника собраны. Разве это не означает, что можно пробудить душу Великой Стены? Еще немного. Но сейчас нам пора уходить отсюда. Как только все приготовились уходить, тайное царство внезапно сильно затряслось. Похоже, кое-кто все это время следовал за нами. Мысли Гео Ченя пронеслись в голове. Вокруг него смутно проступали призрачные образы 3 треножников. Все водные элементы тайного царства откликались на его волю. 3 треножника на своих местах. Гео Чень стоял на волнах Восточного моря, одновременно призывая треножники Цзичжоу, Юньчжоу и Сюйчжоу. Треножники грохотали, небо и земля меняли цвет. 9 треножников явились. Великая стена пробудилась. 3 столба света разных цветов пронзили небо и землю, сойдясь и столкнувшись в небесах, извергая ослепительное сияние. Это и есть героическая душа Великой Стены. Какое теплое дыхание! Словно вернулся в объятия матери. Хотя призрачная душа Великой Стены была лишь духовной сущностью, но ее необъятная древняя аура наполнила сердце всех жителей Хуася покоем. Низкоуровневые монстры на территории один за другим в золотом сиянии очищались и исчезали. Аура бездны была подавлена. Душа Великой Стены защищает эту землю. Вот истинная защитная сила Хуася. Тем временем, в самой глубине бездны пара багровых глаз резко распахнулась, издавая гневный рев. Великая стена. Опять этот проклятый барьер. Владыка людей должен умереть. Старейшина Моссес с мрачным лицом смотрел на сцену в хрустальном шаре. Этого парня ни в коем случае нельзя оставлять в живых. Немедленно активировать проект «Убийца богов». На каком-то темном алтаре лидер теней, глядя на призрачную великую стену в небе, издал жуткий смех. Отлично. Чем сильнее мощь, тем больше она достойна захвата. Приготовиться к выполнению проекта «Захват треножников». Над Восточным морем Гео Чень внезапно почувствовал несколько злобных взглядов.
Что случилось? Мы стали мишенью для всех. Бездна, Совет. И та таинственная организация тоже следит за нами. Тогда пусть приходят с душой Великой Стены, чего нам бояться. Что будем делать дальше? Раз уж мы пробудили душу Великой Стены, то теперь нужно собрать оставшиеся 6 треножников, чтобы Великая Стена полностью возродилась. И в этот момент призрачная стена вдруг испустила золотой луч, который перед Геоученем сгустился в древнюю карту. Душа Великой Стены указывает нам путь. Ближайший треножник на северо-западе. Должно быть, это треножник Линчжоу. Тогда чего ждать? Выдвигаемся прямо сейчас. Подождите. Посмотрите на край карты. На самом краю карты едва различимы несколько черных меток, которые движутся к светящейся точке. Похоже, это гонка со временем. Мы должны успеть собрать 9 треножников раньше них. Все силы следят за нами. Лучше сначала вернуться в город Биньхай и отдохнуть, а заодно пустить слух о праздничном банкете. Ты хочешь выманить змею из норы? Банкет состоялся по расписанию. Все силы собрались в одном месте. На поверхности звон бокалов и улыбки, а в тени скрытая угроза. Сегодняшнее празднование не только в честь достижений, но и ради завтрашнего пути. Атмосфера кажется немного странной. Первая волна покушений незаметно подкралась. Несколько генетически модифицированных бойцов, переодевшись официантами, внезапно атаковали. Ледяная стена поднялась. Я давно чувствовал, что с вами что-то не так. Ли Фэй и Дай Бай действовали слаженно. Свет мечей и мороз переплелись, мгновенно обезвредив всех модифицированных бойцов. Это дело рук радикалов из Совета. Как только все выдохнули, последовала вторая волна покушений. Теневые убийцы появились из всех углов. 9 драконов запирают небеса. Открыть! Массив семьи Лун мгновенно активировался. 9 золотых лучей в форме драконов заперли всех теневых убийц. Кто эти люди? Это та таинственная организация. Как только все подумали, что кризис миновал, самый смертоносный удар внезапно обрушился. Быстрее. Меня контролируют. Это проклятая печать разрушения бездны. Тело старого профессора быстро раздувалось. Разрушительная энергия вот-вот взорвется. Достаточно, чтобы уничтожить весь квартал. Всем назад. В критический момент сила 3 треножников автоматически защитила своего хозяина. Горный и речной дракон и водный дракон сплелись в барьер. Я не позволю ни одному невинному снова стать жертвой. Разрушительная энергия взорвалась внутри барьера. Барьер 2 драконов сильно задрожал, но так и не был пробит. Как опасно. Даже уважаемого профессора контролировали. Бездна ужасно. Ты в порядке? Все хорошо. Просто не думал, что они не пощадят даже таких старых ученых. За пределами банкетного зала старейшина Моссес наблюдал за всем через хрустальный шар. Его лицо было мрачным. Даже разрушительная печать не смогла его убить. Необходимо запустить более радикальный план. Становится все интереснее. Такая сила достойна моего личного вмешательства. Передайте приказ, немедленно отправляемся в Линчжоу. Мы не можем дать им больше шансов. Твое тело. Все в порядке. Эта война не дает нам передышки. В ночи духовный летательный аппарат бесшумно поднялся в воздух, унося всех на северо-запад. Буря началась. Летательный аппарат рассекает ночное небо, стремительно двигаясь на северо-запад. Внутри кабины царит напряженная атмосфера. Череда покушений напрягла нервы каждого. Твоим ранам нужен покой. Путь до Линчжоу далек. Меняем курс. Мы пока не возвращаемся в Линчжоу. И не будем искать треножник Линчжоу. Куда же мы тогда? Раз уж кое-кто преподнес нам такой подарок, мы, естественно, должны нанести ответный визит. Летающий корабль тайно приземлился на временной базе семьи Лун. Геоучень немедленно приступил к отслеживанию источника энергии. Траектория этой энергии соответствует военной стратегии. В 300 ли к юго-востоку. Обязательно что-то есть. Нашел. У радикалов из Совета есть важная исследовательская база в юго-восточных горах. Это военная зона. Охрана там чрезвычайно строгая. Мне одному идти. Слишком опасно. Позволь хотя бы Ли Фэю и остальным. Раз это ответный визит, то я должен доставить его лично. Под лунным светом Геоучень в одиночку прибыл к внешнему периметру базы. Эта база, скрытая в горах, была под строжайшей охраной. Группы, доложите обстановку. Внезапно все тревоги сработали одновременно. Красный свет окутал всю базу. Хитрые уловки. Не сравнится с принципом всеобщей любви. И не сравнится с крепостью обороны города. В глазах Эмоцзы мелькают потоки данных. Одним взмахом руки все системы защиты мгновенно вышли из строя. Быстро. Активируйте аварийный план. Владыка людей пришел. Геоучень беспрепятственно продвигался вперед, словно входил в безлюдное место. Внутри лаборатории царил хаос.
Старейшина Моссес. Он направляется прямо в главную диспетчерскую. Не нужно уничтожать. Эти доказательства должны быть показаны всем. Гео Чень взмахнул рукой, и все экраны одновременно загорелись, демонстрируя все данные проекта богохульства. Использовать технологии для несправедливости – это путь к катастрофе. Гео Чень загрузил все данные в сеть, затем активировал силу 3 треножников. Раз уж разрушать, то разрушать до основания. Световой столб обрушился, и вся лаборатория превратилась в руины. Весь интернет обсуждает проект богохульства. У радикалов из Совета теперь большие проблемы. Это только начало. Теперь пора отправляться в Линчжоу. Доказательства разрушения лаборатории продолжают распространяться в сети. Радикалы из Совета оказались в беспрецедентно пассивном положении. Старейшина Моссес. В штаб-квартире Совета Моссес был в ярости. Немедленно задействуйте все медиаресурсы. Скажите, что сила Гу-Ченя привлечет внимание Повелителя Бездны. Он – корень гибели мира. Вскоре потоки негативных новостей стали появляться. Общественное мнение начало колебаться. Моссес начал контратаку. Он использует страх людей перед бездной. Как подло. Это же они все время плели интриги за спиной. Сейчас в интернете уже появились сомневающиеся голоса. Неважно. Истина сама себя проявит. В этот момент со всех сторон стали поступать слова поддержки. Академия Бэйхаей полностью поддерживает владыку людей. Клевета некоторых людей лишь прикрытие для их собственных преступлений. Кунь-Лунь-Сюй готов поручиться за владыку людей. А вот радикальное крыло Совета должно дать объяснение всему миру. Что еще важнее, горожане, которых Гео Чень когда-то спас, самоорганизовались. Если бы не владыка людей, нас бы давно поглотила бездна. А те, кто сейчас болтает всякую ерунду, их совесть ели собаки. Поздней ночью Гео Чень под руководством Инчжина впервые попытался через 9 треножников установить с народом духовную связь. Народ подобен воде. Может нести лодку, а может и опрокинуть. Ныне, используя треножники как посредника, передай им свою волю. Я понял. Не нужны слова. Нужно лишь передать самую искреннюю веру. 3 треножника одновременно засветились. Теплая и твердая воля, исходящая от Гео Ченя, распространилась вокруг. В этот момент каждый житель Хуася почувствовал эту волю к защите, исходящую от владыки людей. Мама, мне только что приснилось, что Великая Стена светится. Это был не сон. Кто-то нас защищает. Поскольку общественное мнение полностью склонилось к Гео Ченю, Моссес полностью потерял надежду на реванш. Гу-Чень, на этот раз ты победил. Но это дело так просто не закончится. Наступил новый день. Общественное мнение полностью изменилось. Репутация Моссеса была разрушена. Консерваторы вновь взяли под контроль Имперский Совет. Последние новости. Совет приостановил все полномочия Моссеса. Какое облегчение. Тогда мы... Пришло время продолжить наш путь. Треножник Цинчжоу ждет нас. Когда все готовились отправиться в путь, Гео Чень внезапно изменился в лице и посмотрел на юго-запад. Похоже, кто-то не успокоился и хочет опередить нас, чтобы найти оставшиеся 9 треножников. Следуя новым подсказкам о 9 треножниках, команда Гео Ченя вошла в обширный первобытный лес, чтобы найти треножник Цинчжоу. Здесь возвышаются гигантские деревья. И хотя кажется, что все кишит жизнью, скрывается нечто зловещее. В этом лесу жуткая тишина. Даже птиц не слышно. Жизненная энергия в воздухе очень активна. Но она полна беспокойства. Древние записи гласят, что треножник Цинчжоу управляет жизненной силой. Аура здесь настолько аномальна. Боюсь, треножник вышел из-под контроля. Треножник находится в сердце леса. Его сила искажается, катализируя эти растения. Когда все углубились в лес, окружающие деревья и лианы, словно внезапно пробудившись, яростно атаковали. Эти деревья ожили. Их просто не перерубить. Ледяное заточение. Даже если их заморозить, они быстро вырвутся. Нет! Источник их силы – треножник Цинчжоу. Если мы продолжим так тратить силы, мы обречены на поражение. Пока все отчаянно сражались, со всех сторон послышались частые шаги. Осквернители святых духов, умрите. Чужаки, уходите. Ваше присутствие нарушило покой леса. Это нарушит равновесие. Мы пришли за треножником Цинчжоу. Оно выходит из-под контроля. Привело этот лес в неистовство. Мы должны остановить это. Сердце леса обладает собственной волей. Ваше появление и есть величайший дисбаланс. Последнее предупреждение. Уходите. Или станете пищей для леса. Он способен глубоко общаться с растениями. Прямое столкновение не принесет нам выгоды. Мы не хотели оскорбить. Но треножник Цинчжоу касается безопасности всего мира. Мы не можем отступить. Можем ли мы доказать, что его состояние действительно ненормально? Заветы предков гласят.
Чужакам нельзя приближаться к святыне. Изгнать их. Воины племени и ожившие растения снова ринулись в атаку. Геу Чень, видя, что общение бесполезно, был вынужден вести отряд, сражаясь и отступая. Силовой прорыв невозможен, убеждение тоже бесполезно. Нужно искать другой путь. Что же тогда делать? Мы ведь не можем просто сдаться. Треножник Цинчжоу управляет жизненной силой. Возможно, один из древних мудрецов сможет разрешить эту ситуацию. Отступив на время, Геу Чень сосредоточился, ощущая мощную жизненную силу треножника Цинчжоу. В его сердце постепенно прояснилось. У тебя есть план? Сила треножника Цинчжоу в питании, а не в разрушении. Возможно, нам не стоит сопротивляться, а направлять. Я хочу призвать на помощь древнего мудреца. Кого? Того, кто пробовал сотни трав, выращивал 5 злаков и благословил весь народ, Шэньнуна. Геу Чень снова вошел в запретную лесную зону. Столкнувшись с бушующими ожившими растениями и готовыми к бою воинами племени, он не стал атаковать. Вместо этого он изо всех сил активировал силу владыки людей, резонируя с 9 треножниками. Призываю земного владыку Шэньнуна. Призрак Шэньнуна окинул взглядом буйствующие растения. Он легонько взмахнул своим красным кнутом. Лес успокоился. Это... Аура из наследия крови предков. Да, это прародитель Шэньнун. Она первой опустилась на колени, прижав лоб к земле. Все жители племени, почувствовав зов того же происхождения и предка, и все бросили оружие, благоговейно преклонив колени вслед за святой девой. Недостойный потомок Цинья приветствует прародителя. То, что мы всегда оберегали, оказалось силой прародителя. Все сущее одухотворено, жизнь бесконечна. Защита — это не оковы. А питание? Под взором призрака Шэньнуна треножник Цинчжоу превратился в луч света и сам вошел в тело Геу Ченя, успешно слившись с ним. Благодарю вас, Ваше Величество, владыка людей. Прошу, верните силу прародителя, восстановите порядок. Племя Цинму готово следовать указаниям прародителя и владыки людей. Святая Дева, встаньте. Защита леса по-прежнему ваша обязанность. Но способ должен измениться. Поздравляю с обретением еще одного треножника. Ваша способность к восстановлению теперь, вероятно, поразительна. Треножник Цинчжоу даровал мне мощное восстановление жизни и целительную силу. Нельзя медлить. Мы должны как можно скорее найти следующий треножник. 4 треножника собраны, резонанс стал еще сильнее, четко указывая на следующее направление. Та легендарная местность. В ледяных пустошах Крайнего Севера, где замерзает даже само время и пространство. Геу Чень вновь заполучил треножник Цинчжоу, что сильно воодушевило всех. И вот, когда все планировали, следуя указаниям 9 треножников, отправиться на поиски следующего треножника, 4 треножника в теле Геу Ченя внезапно задрожали, издавая пронзительный гул. Неладно. На юго-востоке чрезвычайно злая сила вмешивается в реальный мир. Все поспешно вернулись в семью Лун, активировав массив небесного прозрения. Когда изображение проявилось, все ахнули от ужаса. Это пространственное расслоение. Бездна утащила весь город Хэюанчэн в полуплоскость. В Хэюанчэне миллионы жителей. Это ловушка, нацеленная на тебя. Эти твари. Мы должны немедленно организовать спасательную операцию. Пока все были в отчаянии, воля, полная злобы, преодолела пространство и обрушилась на разум каждого. Владыка людей, видишь, вот что бывает с теми, кто противостоит мне. Либо ты будешь беспомощно смотреть, как твои подданные. Умри в отчаянии. Или же войди я и сразись с моей армией демонов. Это то, что я тщательно подготовил для твоего погребения. Ужасающее давление затрудняло дыхание всем. Но взгляд Геу Ченя становился все тверже. Нельзя идти. Очевидно, он хочет заманить тебя туда и убить. Если идти, то вместе. Верно. Мы не можем позволить тебе рисковать одному. Это моя ответственность. И моя миссия. Позаботьтесь здесь. Я вернусь с людьми в целости и сохранности. Он сделал шаг вперед. Пространство перед ним начало искажаться. Открывался проход в кровавый полуплан. Открывался.
Гео Чень прошел через пространственный проход и ступил в мир, окутанный кровавым светом. Весь город был окутан зловещим темно-красным сиянием. В воздухе витал густой запах крови. Нечисть. Не смей вредить людям. Гео Чень поднял руку и взмахнул ею. Золотая сила владыки людей превратилась в стрелу, точно пронзив преследующего демона. Это владыка людей. Владыка людей пришел спасти нас. 4 треножника звучат в унисон, защищая всех живых. Треножник Цзичжоу излучал желто-коричневый свет. Из земли поднялся кольцевой каменный барьер. Треножник Цинчжоу засиял зеленым светом. Крепкие лианы быстро росли, укрепляя барьер. Все. Оставайтесь за барьером. Не выходите. Создание безопасной зоны сразу же привлекло еще больше монстров. Гео Чень подумал и призвал 4 великих полководцев. Принимаю приказ. Клянусь защищать Восток до смерти. Запад оставьте мне и драконьей кавалерии Хань. Юг буду защищать я. На севере ни один монстр не пройдет. Гео Чень парил над безопасной зоной, полностью активировав силу владыки людей. Отлично. Мы спасены. Однако монстры казались бесконечными. 4 великих полководца начали проявлять усталость. Так дальше нельзя. Нужно найти способ прорваться. Наступила ночь. Натиск монстров немного ослаб. Гео Чень спустился в безопасную зону. Проверить состояние людей. Старший брат, мы сможем вернуться домой. Обязательно. Я тебе обещаю. Четыре генерала, продержитесь еще немного. У меня есть план, как прорваться. Не беспокойтесь, государь. Пока Люй здесь. Восток в полной безопасности. Он поднял взгляд на кровавое небо, готовясь к сильнейшему удару. Ночь сгущалась, но атаки монстров становились все яростнее. Гео Чень парил в воздухе, бледный. Свет 4 треножников уже потускнел. Барьер безопасной зоны сильно колебался, готовый рухнуть в любой момент. Старший брат, барьер вот-вот рухнет. Нет, не рухнет. В тот момент, когда оборона была на грани краха, Гео Чень, чье сознание было затуманено из-за чрезмерной траты сил, внезапно ощутил глубоко под ногами, в недрах этой земли, глубокую, трагическую, но несгибаемую волю. Это были героические души, погибшие здесь за сотни лет. Неописуемая скорбь и уважение нахлынули на сердце. Гео Чень, используя последнюю силу владыки людей как призыв, обратился к этой земле. Герои, покоящиеся здесь, людям нужна ваша помощь. Готовы ли вы снова сразиться? В ответ ему раздался гул всего города. Полупрозрачные фигуры, одетые в военную форму разных эпох, из-под руин, с улиц, из обломков разбитых боевых кораблей медленно поднимались. Мы, ради владыки людей, снова вступим в бой, защитим наши земли, ради наших соотечественников. Поток стальных воинских душ безмолвно ринулся на армию демонов. У них не было физических тел, когти демонов пронзали их насквозь, но не могли остановить их продвижение. Их атаки, наполненные чистой силой воли и ненавистью к демонам, оказались способны эффективно ранить демонов. В безопасной зоне все выжившие стали свидетелями этой потрясающей сцены. Это они вернулись, чтобы защитить нас. Дедушка, кто эти светящиеся дяди? Они — наши герои-защитники. Всегда ими были. Гео Чень ощутил мощную волю, объединяющую солдат и народ внизу, и усталость как рукой сняло. Новая сила поднялась из глубины его сердца. Все воины, за мной, убивать врагов.
В ответ ему это была еще более бушующая волна воинских душ снизу, а также возродившийся рев 4 великих полководцев. Бесчисленные воинские души жертвовали собой одна за другой, словно самая трагическая элегия, давая Геу Ченю драгоценную передышку. Это также полностью разожгло в его сердце давно подавляемый императорский гнев. Души как щит. Кровь как клятва. Довольно. Он медленно закрыл глаза, погружая сознание в свое тело. 4-9 треножников были полностью активированы им. Мощь треножника Цичжоу, стойкость треножника Юньчжоу, безбрежность треножника Сючжоу, жизненная сила треножника Цинчжоу. 4 силы начали сливаться невиданным ранее образом. Я – владыка людей. Позади него внезапно появилась еще более плотная и величественная призрачная фигура. В короне, в черном драконьем одеянии, она равнодушно взирала на эту оскверненную демонами землю. Это был первый император Инчжэн. Должен подавить всех врагов в мире. Геу Чень и призрак Инчжэна, казалось, слились воедино. Он медленно поднял правый кулак. Сила 4 треножников, мощь владыки людей, вера всех существ. И даже непоколебимая воля павших душ воинов – все это собралось в этом ударе. Невозможно! Как ты мог? Разбить. Один удар кулаком. Не было оглушительного взрыва, только чистая до предела, содержащая волю к подавлению и очищению, золотая тень кулака. Словно камень, брошенный в спокойную воду, он разошелся мягкими, но неодолимыми волнами. Темно-красный цвет исчез, и рассвет, впервые, пролился на эту многострадальную землю. Город Хэюань, с его руинами и шрамами, вновь вернулся в реальный мир. Мы вернулись. Мы вернулись. Это солнце. Это тот старший брат вернул солнце. Геу Чень медленно опустился на центральную площадь. Его шаги были немного нетвердыми, но взгляд оставался острым. Он смотрел на восходящее солнце на востоке. Это только начало. Чувствуя, как силы в его теле иссякли, но сила становилась все чище, а связь с этой землей и с этими людьми все глубже. Ты сделал это. Мы сделали это. Восходящее солнце золотыми лучами озаряло разрушенные стены города Хэюань, а также лица каждого выжившего. Они смотрели на фигуру, медленно опускающуюся с неба, и их глаза были полны облегчения после пережитого ужаса и неописуемого благоговения. Благодарим владыку людей за спасение. Словно первая костяшка домино упала. Тысячи выживших. Мужчин, женщин, стариков и детей от всего сердца преклонили колени перед Гао Чинем. Мама, это же брат владыка людей спас нас, да? Да, это владыка людей. Наш владыка людей. С их молитвами невидимая сила со всего мира устремилась к Гао Чиню. А Геу Чень, который сидел в медитации, внезапно почувствовал теплую, чистую силу, проникающую из пустоты и медленно вливающуюся в его море сознания. Это сила веры. В отличие от бурных ликований снаружи, в тайной комнате старейшины Мососа, ключевой фигуры радикального крыла Совета, царила леденящая атмосфера. Мусор. Кучка мусора. Они не смогли удержать его даже в полуплоскости. От ярости и гнева он выплюнул полный рот крови, окрасив роскошный ковер перед собой. В его глазах читались злоба и негодование. Гу Чень, твое существование само по себе является величайшей аномалией. Необходимо переоценить. В той абсолютной тьме, что поглощает даже свет и концепции, пара древних глаз медленно открылась. Все, что произошло в городе Хэюань, четко отразилось в этих холодных зрачках. Вера сплотилась. Учение владыки людей возродилось в этот момент. После минутного молчания из этой воли исходила беспрецедентная решимость и жажда убийства. Этого парня нельзя оставлять в живых, прежде чем он полностью примет судьбу человечества этого мира. Любой ценой уничтожить его. Геу Чень стоял у окна, глядя на вдаль, где убирали руины. Огоньки восстановления домов, и чувствовал этот непрерывный, стекающийся слабый поток веры. Как ощущение? Теперь ты по-настоящему в центре всеобщего внимания. Сила восстанавливается и даже улучшается. Но за удачей всегда скрывается беда. Я чувствую, что за этим стоит какая-то темная сила. Что ты собираешься делать? Ускорить темп, найти оставшиеся 9 треножников. Только овладев силой, достаточной для защиты всего, можно будет противостоять грядущей буре. После инцидента в Хэюанчене команда Геу Ченя временно осталась в городе, помогая в восстановлении. В то же время они отдыхали и восстанавливались. Однако, ощущение пятого треножника Цзиньчжоу оставалось прерывистым и непостоянным, трудноуловимым. Странно. Аура треножника Цзиньчжоу неуловима и неопределенна, как будто окутана туманом. Совершенно отличается от ощущений предыдущих 4 треножников. Может быть, расстояние слишком велико? Или же что-то мешает? Я изучила секретные свитки семьи Лун. Есть одно предположение. Согласно записям,
Треножник Цинчжоу обладает мягким духом и предпочитает существовать, привязываясь к духовным жилам. Возможно, он находится не в нашем основном мире, а скрыт в какой-то привязанной к основному миру благословенной земле. Благословенная земля. Это независимый малый мир, вход в который часто связан с горными и земными жилами. Он перемещается вместе с потоками духовной энергии, поэтому его местоположение непостоянно. Обычными методами крайне сложно найти к нему путь. Пока все размышляли, как найти вход в благословенную землю, незваный гость без предупреждения, словно призрак, появился в приемной. Кто здесь? Ах, Какое искусное скрытное передвижение. Ваше Величество, владыка людей, зачем так нервничать? Я, Ину, пришла сюда от имени моего господина, чтобы обсудить с вами сотрудничество. Сотрудничество. Мне кажется, нам не о чем сотрудничать. Зачем так категорично? Например, Ваше Величество сейчас ищет. Вас беспокоит вход к треножнику Цзиньчжоу. Не так ли? Вход в то священное место действительно трудно уловить. Но у нас есть способ стабилизировать проход. Мой господин готов поделиться этим методом. каковы условия? С умными людьми всегда проще. После завершения дела нам не нужен сам треножник Цзиньчжоу. Мы просим лишь 1/10 его удачи. Для Вашего Величества, владыки людей, это сущие пустяки. Мечтать не вредно. Удача треножников не для ваших глаз. Не спешите отказывать. Без нашего метода вы можете искать вход год или даже больше. А время, кажется, не на вашей стороне. Когда же начнется следующая атака бездны? Слова Ин убили точно в слабое место Геученя. Геучень пристально смотрел на Ин-У. Атмосфера в приемной стала предельно напряженной. Как я могу быть уверен, что ваш метод сработает? И как вы гарантируете? Это не очередная ловушка. Через 3 дня. В ущелье падших душ встали к западу от города. Колебания пространства наиболее сильны. Это лучшее время для открытия прохода. Тогда Ваше Величество может лично убедиться, что касается ловушки. С вашей нынешней силой. Неужели вы боитесь наших мелких уловок? Через 3 дня, в полночь, встретимся в ущелье падших душ. Надеюсь, Ваше Величество сделает мудрый выбор. Под покровом ночи Геучень и Лун Линюэ смотрели в сторону западной части города. Очевидно, это ловушка. Их знание треножника Циньчжоу, возможно, даже превосходит наше. Я знаю, но они правы. У нас нет времени терять. Бездна не даст нам возможности медленно искать. Ты решил пойти? Да. Нужно не только получить способ войти в пещеру, но и посмотреть, что задумали эти крысы, которые прячутся в тени. Что они на самом деле хотят сделать. Через 3 дня, в полночь, в ущелье падших душ бушевал холодный ветер. Команда Геученя прибыла, как и договаривались. Ину уже ждал у искривленной скалы. Ваше Величество, владыка людей, вы действительно держите слово. Вход находится за этой скалой. Но для этого нужно пройти через древний лабиринт. Ведите. Пройдя сквозь скалу, все вошли в огромный и зловещий лабиринт древней гробницы. Коридоры были запутанными, стены испещрены древними тотемами. Сюда. Это короткий путь. В голове Геученя прозвучал спокойный анализ Хань Синя. Государь, шаги этой женщины соответствуют принципам 9 дворцов и 8 триграм. Но в ключевых точках она намеренно отклоняется. Она ведет нас в ловушку. Ваше Величество, владыка людей, это кратчайший путь. Он позволяет обойти ядовитую зону впереди. Так узко. А если там засада? Господин ли слишком беспокоится? Об этом тайном проходе знаем только мы. Не успел он договорить, как его палец, казалось бы, случайно скользнул по выступающему камню на стене. Осторожно. Как это возможно? Стой. Какая удачная случайность. Формация давно не ремонтировалась. Действительно легко случайно активировать. В том ответвлении, кажется, мерцает сокровище. Неужели это реликвия предков? Я пойду посмотрю. Подождите. И впрямь сокровище. Вот только это 2 живых человека. Что ж. Раз уж госпожа Ину так любезна, почему бы не попросить вашего спутника выйти и показаться? Я ждал вас долго. Вы собираетесь продолжать эти игры? Это была всего лишь шутка. Впереди наша истинная цель. Пройдя через все трудности, все прибыли в сердце лабиринта. Перед ними был пространственный вихрь, излучающий тусклое синее свечение. Вокруг него парили обломки рун. Это вход в небесную обитель. Прошу. Геучень пристально посмотрел на вихрь. Сила 4 треножников слегка задрожала, издавая сильное предупреждение. Это не вход в небесную обитель. Это нестабильная пространственная ловушка. Тот, кто войдет в нее, будет изгнан навечно. Теперь уже поздно что-либо обнаруживать.
самого начала, как мы вошли в лабиринт, мои ледяные кристаллы были прикреплены к вам. Вы так старались, чтобы изгнать нас. Жаль, что вы опоздали всего на шаг. Назовите свою истинную цель, и, возможно, я пощажу вашу жизнь. Вы думаете, на этом все закончится? Весь лабиринт внезапно сильно задрожал. Стены вокруг начали рушиться. Позади них показались бесчисленные воины тени. Похоже, это была лишь закуска. Столкнувшись с наступающими воинами тенями, Геу Чень не дрогнул. Сила 4 треножников взорвалась. Последний шанс. Скажи правду. Настоящий треножник Цзиньчжоу находится на самом нижнем уровне гробницы. Его охраняет схема 8 боевых порядков. Мы не смогли ее взломать. Значит, вы хотели чужими руками жар загребать? Только сила владыки людей может активировать ядро формации. Мы хотели дождаться, пока вы ослабнете. Под руководством Ин-У все спустились на самый нижний уровень гробницы. Перед ними открылся потрясающий вид. Огромная платформа Багуа парила в пустоте. В центре платформы лежал треножник Цзиньчжоу. Какая мощная формация. Просто стоя здесь, я чувствую трепет. Раз так, то пусть самый знающий в формациях человек ее взломает. Геу Чень подумал. Стройная фигура рядом с ним медленно материализовалась. Веер из перьев, шелковый платок, мудрый взгляд. Это был военный маркиз Чжугэлян. Золотая цепь 8 врат. Бесконечный цикл жизни. Жаль, что не хватает самого важного ядра формации. Ты. Как ты узнал? Эта формация, основанная на Багуа, лишена центрального элемента, гармонизирующего инь-ян. Если попытаться прорвать ее силой, неизбежно последует отдача. Государь, пожалуйста, встаньте на позицию врат жизни и силой владыки людей влейте ее формацию. Хорошо. Геу Чень, следуя указаниям, встал на врата жизни. Сила владыки людей вокруг него медленно вливалась в формацию. Управлять боевой формацией с сердцем добродетели. Вот истинный путь к прорыву. Формация, которую мы годами не могли взломать, оказалась такой простой. Просто. Когда формация остановилась, Геу Чень успешно получил треножник Цзиньчжоу. Бронзовый треножник, покрытый таинственными рунами, излучал мягкий свет мудрости. Это и есть сила мудрости. Твой взгляд стал глубже. Я чувствую, что мои мысли ясны как никогда. Будто все в мире под моим контролем. Геу Чень слегка пошевелил мыслью, поднял руку и указал. Точный энергетический луч разбил вдалеке воина тени, пытавшегося напасть из засады. Как точно? Как ты узнал, что он там? Я предвидел его действия, еще до того, как он напал. Оставайся. Золотой барьер мгновенно сформировался, крепко заперев черный дым. Видеть все до мельчайших деталей. Предвидеть врага. Поздравляю, государь, с получением этого треножника. Спасибо за наставление, учитель. Теперь пора встретиться с закулисным хозяином этих теневых сил. Собрав 5 треножников, Геу Чень уединился в тайной комнате семьи Лун. Он углубился в изучение тонкостей применения силы веры и судьбы народа. 5 треножников медленно вращались вокруг него, излучая гармоничное сияние. Вот оно что. Эта сила не должна принадлежать только мне одному. Что ты обнаружил? Сила веры подобна реке, способной питать все сущее. Я думаю, можно ли сделать так, чтобы она принесла пользу большему числу людей? Геу Чень перевел взгляд на Ли Фэя, который тренировался неподалеку. Его мысль шевельнулась, и он отделил чистую нить силы веры, медленно передавая ее Ли Фэю. Это... Я чувствую, что намерение меча стало невероятно ясным. Его энергия меча резко возросла. Ли Фэй, озаренный внезапным прозрением, вскочил, взмахнул длинным мечом. И ослепительный меч Ци, слитый золотой силой веры, пронзил воздух. В воздухе он превратился в 9 теней меча, которые в итоге слились воедино, аккуратно разрубив пробный камень вдалеке на 2 части. 9 мечей в одном. Это прием, который я не мог постичь за 3 года упорных тренировок. Похоже, сила веры действительно может резонировать с вами. Поздней ночью, под мудрым влиянием треножника Цзиньчжоу, Геу Чень начал систематизировать все свои знания. Его мысли были яснее, чем когда-либо. Каждая деталь прошлых битв ярко представала в его сознании. Храбрость Люй Бэу. Стратегия Хан Синя. Скорость Хо Цуйбина. Властность Цян Юя. Если бы он смог объединить их качества. Он попытался соединить непревзойденную мощь Люй Бэу с атакой драконьей кавалерии Хо Цуйбина, выведя тактику штурма, сочетающую силу и скорость. Затем он объединил засаду со всех сторон Хан Синя с прорывом владыки Сян Юя, разработав боевые построения, сочетающие жесткость и гибкость. Вот оно что. Способности разных великих полководцев не изолированы, а могут дополнять друг друга.
Пока Геу Чень был погружен в свои размышления, в его сознании раздался величественный голос Инчжена. Прекрасно. Ваше Величество, Путь владыки людей не в доблести одиночки, а в единстве воли народа. Ты постиг эту истину. Умение использовать силу всех существ и объединять лучшие от всех школ и есть истинное величие владыки людей. благодарю вас, Ваше Величество, за наставление. Я понял. Сила одного человека в конечном итоге ограничена. Только сделав сильными всех вокруг, можно защитить эту землю. Ранним утром Геу Чень закончил свое уединение. Его взгляд стал еще глубже, а аура вокруг него все более сдержанной. Ты как будто снова изменился. Я просто кое-что понял. Теперь я разработаю для вас индивидуальные планы тренировок. Гу Чень, ты хочешь сказать, мы все станем сильнее? Верно. И мы будем тренировать совместные атаки, чтобы каждый из вас мог использовать свои способности по максимуму. Похоже, следующие тренировки будут очень интересными. Путь впереди опасен, но мы пройдем его вместе. Ночь сгущалась. Геу Чень тренировался на обсерватории семьи Лун. 5 девятитреножников медленно вращались вокруг него, излучая мягкое сияние. Внезапно по всему миру раздался пронзительный звук разрыва пространства, словно весь мир стонал от боли. Значит, они больше не будут выжидать. По всему миру одновременно появились сверхбольшие разломы бездны. Это тотальное наступление. Эти ублюдки выбрали именно это время. Восточное побережье, пустыни западного края, снежные поля северного предела, тропические леса южного края, повсюду тревога. Линия обороны рушится с ужасающей скоростью. Через ледяное зеркало Дайбая. Ужасающие сцены битв по всему миру ясно предстали перед всеми. Жалкие людишки, трепещите перед гневом бездны. Батарея псионических пушек. Максимальная мощность. Мы не можем позволить цунами пересечь эту линию обороны. Генерал, энергетическое ядро перегружено. Если так пойдет дальше, оно взорвется. Мы не выдержим. Позади нас наш дом. Сражайтесь до последнего человека. Мы должны удержать. Пусть эти муравьи станут пищей для пустыни. Запускайте стабилизатор геотермальных жил. Быстрее. Командир, стабилизатор уничтожен. У нас предатель. Командир. Вся крепость тонет. Всем эвакуироваться. Повторяю, всем. Замерзни. Жалкие муравьи. Запускайте тепловой барьер быстрее. Энергия барьера стремительно падает. Ожидается полное разрушение через 30 секунд. Зверь, прими мой меч. Стань моей пищей. Я хорошо, пожирающий вашу жизненную эссенцию. Не вдыхайте яд. Держите строй. Капитан, противоядия не хватает. Слишком много отравленных. Капитан, мне так больно. Держитесь. Подкрепление. Подкрепление обязательно. В штабе Высшего Совета Империи царил хаос. На огромной глобальной карте песочницы световые точки, обозначающие линии обороны человечества, гасли с беспрецедентной скоростью. Высшая мобилизация. Немедленно активировать протокол «Огонь». Все зарегистрированные пробужденные, все семейные кланы, все, кто еще может взять в руки оружие, все вступают в бой. Это битва за выживание расы. Все силы радикальной фракции подчиняются единому командованию. Сейчас не время для внутренних расприй. Западное побережье нашей страны пало. Необходима немедленная поддержка. Париж. Париж превращается в руины. Геу Чень сделал шаг, и его фигура мгновенно появилась в небе. 5 девятитреножников в его теле яростно задрожали. Могучая сила национальной судьбы взмыла в небо, затронув то, что простиралось над Хуася в небесах. Душа Великой Стены. Пришло время. Его голос, отражаясь от 9 треножников, четко прозвучал в сознании каждого сражающегося воина и каждого человека, хранящего надежду. Мое имя Гу Чень. За нами наш дом. Отступать некуда. В одно мгновение по всему миру все, кто еще мог сражаться, услышали голос Гао Ченя. Они единодушно сжали оружие в руках, глядя в сторону, откуда доносился голос. Господа, следуйте за мной. Защитим наши земли. На призыв Гао Ченя откликнулись героические души Хуася, пришедшие из глубин истории. Демоны и призраки осмелились вторгнуться. Волки-всадники Бинчжоу, за мной убивать врагов. Сегодня я покажу вам, что такое мощь гегемона. Воины Цзиндуна. Где вы? Если враг осмелится пройти, то и я осмелюсь. Драконья кавалерия Хань. Следуйте за мной,
прорвем строй. Чжает Цзэлун из Чиншаня здесь. Не смейте переступать порог. Тот, кто посягнет на наши земли, будет уничтожен без пощады. Элитные воины Цинь. Строй. Ученики семьи Лун, клянемся защищать владыку людей до смерти. Формация 9 драконов, сжигающих небеса. Подъем! Этот удар мечом. За всех павших соотечественников. Искусство убийства драконов 9 небес. Ледяная темница. Заморозить небеса и землю. Золотой поток, встречая багровое небо, начал атаку человечества. С началом битвы Гео Чень стоял в центральной точке фантома Великой Стены. Он закрыл глаза, и его божественное сознание, через 9 треножников и душу Великой Стены, мгновенно охватило все мировое поле битвы. В этот момент он был уже не одиноким сильным воином, а полководцем, управляющим всей ситуацией. Генерал Хан Синь, пожалуйста, помогите мне. Не беспокойтесь, государь. Я приложу все силы. Хотя волна демонов сильна, их силы разрознены. Можно сосредоточить элиту и атаковать их узлы. Благодаря выдающейся стратегии Хан Синя и мудрости треножника Цзиньчжоу, огромный объем информации с поля боя был мгновенно обработан и интегрирован, формируя оптимальный план расстановки сил. Отлично. Вот это уже похоже на дело. Сян Юй, давай посмотрим, кто убьет больше. Как раз по мне. Посмотрим, кто первым отрубит голову этому демоническому генералу. Этот острый клинок, состоящий из 2 великих генералов, с неодолимой силой, вонзился прямо в сердце армии демонов. Мгновенно привлек огромное количество огня, значительно ослабив давление на фронте. В то же время Хо Цуйбин и Чжао Юнь также не отставали. Они обошли с флангов, разделили и окружили врага. Пусть эти демоны почувствуют, что значит быть добычей. Чжает Цзэлун из Чиншаня здесь. Братья, попавшие в ловушку, следуйте за мной, прорвемся. 9 драконов в паре, все законы бессильны. Это место под защитой моей семьи Лун. Великая стена из мечей. Я здесь. Чудовищем не пройти. Абсолютный ноль. Это место станет могилой для чудовищ. Благодаря точному командованию Гео Ченя и всесторонней поддержке призрака Великой Стены, человеческая линия обороны, которая уже рушилась, чудесным образом стабилизировалась. Золотое сияние ослабляло силу чудовищ, одновременно исцеляя и воодушевляя раненых защитников и их боевой дух. Это владыка людей. Владыка людей защищает нас. Братья, В атаку. За родину. за владыку людей. Как только глобальная ситуация немного стабилизировалась, на карте сознания Гео Ченя, среди бесчисленных хаотичных светящихся точек, обозначающих глобальные поля сражений, несколько чрезвычайно ярких темно-красных точек с поразительной скоростью направлялись в разные определенные направления. Плохо. Их настоящая цель – 9 треножников. Что происходит? Бездна открыто начало полномасштабное наступление, но тайно отправила своих самых элитных демонических генералов прямо к оставшимся 9 треножникам. Мы должны немедленно разделить силы и остановить их. Все подразделения, держите оборону. Лю Бэу, Сан Юй, Хо Цуйбин, Чжао Юнь, бойцы. Сан Юй, Хо Цуйбин, Чжао Юнь, бойцы. Немедленно покиньте текущее поле боя. Следуйте за мной, чтобы перехватить демонического генерала. Получив предупреждение от 9 треножников, Гео Чень немедленно повел своих генералов, разрывая пространство. И первым делом прибыл туда, где ощущалась сильнейшая связь к местонахождению треножника Юйчжоу. Древний храм на горе Суншань. Это барьер мудрости, передаваемый тысячелетиями. Говорят, что для входа нужно решить все классические головоломки. Только тогда можно войти. Продолжайте атаковать. Не поверю, что не сможем пробить эту черепашью скорлупу. Мы уже потеряли треть генералов. Этот откат слишком силен. Грубой силой не пробить барьер мудрости. Ваше Величество, владыка людей, тоже здесь. Что ж, неужели вы, спаситель, начавший с грубой силы, тоже разбираетесь в этих уловках книжников? Дерзость. Раз ты сомневаешься в мудрости моей, тогда я покажу тебе. Мысли Гео Ченя слегка шевельнулись, и 2 призрачные фигуры медленно сгустились за его спиной. Вне разума нет вещей. Вне разума нет принципов. Изначально нет ничего, откуда же взяться пыли? Это аура конфуцианства и буддизма. По мере того, как появились призрачные образы Ван Янмина и Хуэйнена, сутры на барьере мудрости начали чудесным образом меняться. Великий путь прост. Зачем цепляться за имена и формы? Если сердце привязано к форме, то это не привязанность. Если сердце чисто, все законы постижимы. Невозможно. Эти проблемы, мучившие наш род 1000 лет, были так легко. Относиться к другим как к себе – основа человечности. Я – владыка людей.
и должен относиться ко всем существам с добротой и милосердием. Достичь истинного знания. Постичь истинное сердце. Просветление и видение природы. Прямо к истинному сердцу. Смотрите, барьер не только не исчез, но стал еще ярче и ослепительнее. От этих ученых штучек у меня голова кружится. Драться куда приятнее. Действительно, все эти хитросплетения. Лучше пробить копьем, это куда приятнее. Держите вход. Я скоро вернусь. Пройдя сквозь барьер мудрости, Гео Чень оказался в центре формации, в самой глубокой части древнего храма. Здесь не было никаких роскошных украшений, только простой каменный алтарь. Держа его за два конца и использовать его для народа. Вот что такое путь гармонии. Треножник Юйчжоу почувствовал силу 5 треножников, уже имеющуюся в Гяо Чине, а также чистое сердце Даа, прошедшее испытание мудростью, и издал радостный гул. Править миром по-царски, устанавливать порядок гармонии. Когда Гяо Чень снова появился за пределами древнего храма, его тело излучало царственную ауру, вызывающую восхищение. Ты действительно очистил треножник Юйчжоу. Теперь пришло время свести старые счеты. Это сила треножника Юйчжоу. Такая мягкая, но такая мощная. Я чувствую, что... Сила в моем теле циркулирует еще свободнее. Быстрее к следующему месту. Я чувствую, что другие 9 треножников также подвергаются атаке. Это и есть сила владыки людей. Гяо Чень вернулся, очистив треножник Юйчжоу. Сила 6 треножников непрерывно циркулировала. Призрачный образ Великой Стены в небе становился все более плотным. Как раз когда боевой дух объединенных сил возрос. Пришла ужасная новость. Председатель. 7-й флот снабжения. Попал в засаду на маршруте Долины Призраков. Весь флот уничтожен. Что? Полный маршрут этой линии известен только присутствующим здесь. Похоже, среди нас затесались приспешники бездны. Старейшина Моссес. Сейчас рано делать выводы. Возможно, связь была перехвачена. Не стоит спорить. Гяо Чень активировал силу треножника Юйчжоу, и мягкая аура царственного величия окутала все вокруг, мгновенно успокоив волнение. Приказываю. Через полчаса созвать сверхсекретное совещание для обсуждения охраны последних 3 треножников. Я лично отправлюсь на западные рубежи, чтобы охранять треножник Линчжоу. Хо Цуйбин, отправляйся на помощь в Цзиньчжоу. Лун Линюэ, защищай Янчжоу. Если Ваше Величество лично возглавит западные рубежи, то все будет в полной безопасности. Это касается выживания всего человечества. Надеюсь, вы все будете строго хранить тайну. После совещания Гяо Чень тайно активировал силу 6 треножников, и его божественное сознание, подобно сети, окутало штаб. Владыка людей завтра отправится на западные рубежи. Это прекрасная возможность для засады. Довольно. Что это значит, Ваше Величество? Твои ментальные колебания имеют тот же источник, что и бездна. Раз уж нас обнаружили, тогда умрем вместе. Тело Патрика стремительно раздувалось. Яростная энергия вот-вот вырвется наружу. Сдержать. Его Величество уже пробуждается. Ваши попытки бесполезны. Даже Патрик был поражен. Его Величество имеется в виду? Я не знаю, но мы должны ускориться. Патрик. 2 слова «Его Величество», произнесенные Патриком перед смертью, омрачили сердце Гяо Ченя, словно темная туча. Не успели они разобраться, как срочный боевой отчет через телепортационный массив появился прямо на командном пульте. Печать треножника Янчжоу в опасности. Появился могущественный враг, называющий себя демоническим лордом разрушения. Призрачная проекция генерала Сян Юя была тяжело ранена. Демонический лорд разрушения. Демонический лорд из свиты повелителя бездны действительно явился лично. Необходимо немедленно оказать поддержку. Треножник Янчжоу ни в коем случае нельзя потерять. Я лично встречусь с этим демоническим лордом. Линюэ, командный пункт оставляю на тебя. Древний алтарь, где находился треножник Янчжоу, уже превратился в выжженную землю. Образ Сян Юя намного тусклее,
чем обычно копье властителя явно сильно повреждено. Всего лишь жалкий остаток души. И он смеет преграждать путь мне, владыке. Здесь властитель. Ты не пройдешь. Тогда исчезни навсегда. Как только разрушительная энергия должна была обрушиться вниз, золотой свет разорвал пространство, и фигура Геученя заслонила Сян Юя. Твой противник. Я – император. Владыка людей. Наконец-то появился кто-то стоящий. Впрочем, ты все еще лишь муравей. 6 треножников. Вперед. Любопытно. Но перед абсолютной силой все это тщетно. Демонический лорд нанес удар кулаком чистый закон разрушения, сгустившись в темно-красный поток. Пространство рушилось, где он проходил. Горы и реки усмиряют демонов. Смог выдержать мой удар, можешь гордиться этим. Жаль. Когда владыка полностью пробудится, вы все станете лишь кормом. В разгар битвы между Геученем и демоническим лордом несколько размытых черных теней бесшумно возникли. В тени на краю поля битвы. Демонический лорд разрушения. Как и ожидалось, он вышел. Сила владыки людей, кажется, снова возросла. Лидер, нам стоит вмешаться. Не спеши. Пусть они сначала измотают друг друга. Нашей целью всегда были 9 треножников. Геучень остро почувствовал на краю поля битвы эти скрытые взгляды. Предчувствие опасности усилилось. Организация «Тень». Они действительно подглядывают в темноте. Нужно закончить быстро. Отвлекся. Думаешь о тех крысах, что прячутся. Позаботься сначала о себе. Владыка людей. Пусть этот удар положит конец твоим иллюзиям. Тогда посмотрим, чье разрушение сильнее. Или чья защита крепче. 6 треножников усмиряют горы и реки. Посмотрим, как долго ты продержишься. Битва Геученя и демонического лорда разрушения достигла апогея. Каждое их столкновение вызывало дрожь в пространстве. Ударные волны разрывали землю. Облака в небе были полностью рассеяны бурной энергией. Владыка людей, твоя сила поглощается мной. Какая странная сила разрушения. Ха-ха-ха-ха. Тщетно. Перед моей сущностью разрушения вся энергия и материя обратятся в ничто. Темно-красный луч пронзил защиту, задев левое плечо Геученя. Брызнула золотая кровь. Рана окуталась черной энергией, не давая ей затянуться. Геучень! Мы должны ему помочь. Нет. Битва такого уровня. Мы не выдержим даже ее отголосков. Видите? Вот в чем разница. День пробуждения Его Величества станет днем вашей гибели. Разрушительная эрозия. Конец всему. В критический момент в сознании Геученя треножник Ючжоу излучил мягкое сияние. Суть нейтрализации потекла по его сердцу. Вот оно что. Инь и Ян дополняют друг друга. Крайности сменяются процветанием. Используя путь нейтрализации, я преобразую силу разрушения. Предсмертные судороги. Что? Невозможно. Работает. Твоя сила разрушения не всесильна. Нет. Что это за сила? Это путь владыки людей. Сила защиты. Прими мой удар. 6 треножников в одном. Человечество будет процветать вечно. Ваше Величество отомстит за меня. Остаточная мощь кулачного удара рассеялась. Небо вновь прояснилось. Геучень стоял один в пустоте, слегка запыхавшись. Его раны медленно заживали под силой 6 треножников. Ты в порядке? Это невероятно. Ты даже демонического лорда победил. Это только начало. То, что сказал демонический лорд разрушения перед смертью. Ваше Величество, вероятно, и есть повелитель бездны. Мы должны как можно скорее собрать последние 3 треножника. Времени у нас осталось мало. Весть о том, что демонический лорд разрушения был разбит вдребезги, разнеслась по всему миру, словно буря. Наступление демонов на полях сражений замедлилось. Боевой дух объединенных сил человечества значительно возрос. Однако на лице Геученя не было и тени облегчения. Падение демонического лорда лишь временно ослабило натиск бездны.
Но это, вероятно, лишь затишье перед бурей. Люди из организации «Тень» исчезли после поражения демонического лорда. Что же они замышляют? Неважно, что они замышляют. Кто бы ни пришел, мы его разобьем. Ответ. Возможно, здесь. В тихой комнате Гео Чень изо всех сил очищал остаточные фрагменты ядра демонического лорда разрушения. Яростная воля к разрушению постоянно атаковала его сознание, но сила 6 треножников крепко удерживала ее. Вот оно что. У повелителя бездны не один демонический лорд. В фрагментах демонического лорда остался не только дух бездны, но и едва уловимая, но родственная 9 провинциям, но совершенно иная вибрация. В этот момент 6 треножников, уже очищенных Гео Чинем, Цзи, Юн, Сюй, Цин, Цзин, Юй, одновременно загудели, вступая в сильный резонанс с этой едва уловимой вибрацией. Особенно треножник Юйчжоу, очищенный недавно. Его свойство гармонии действовало как точный фильтр, помогая Гео Чиню извлечь из хаотичных вибраций самую важную информацию. Я нашел 7-й треножник Юнчжоу. Эта траектория движения очень странная. Она совершенно не соответствует обычным пространственным законам. Похоже, раньше те, кто использовал древнюю технику разрушения запретов, были недостаточно искусны. Они не смогли по-настоящему получить треножник Юнчжоу, а вместо этого телепортировали его за пределы 9 провинций. Кажется, он Существует в отдельном пространственном пузыре, дрейфующем между разными измерениями. Верно. И этот пространственный пузырь насильственно стабилизируется внешней силой. Это те ублюдки из тени. Они используют неизвестную нам технологию, чтобы временно заблокировать пространственный пузырь, где находится треножник Юнчжоу. Пытаются взломать и проникнуть. Я, одинокий правитель, странствовал по миру, многое повидал. Амбиции этой организации немалы. Они не стремятся уничтожить 9 провинций. Их цель — украсть удачу, подменить сливу персиком, занять их место. Слова Инчжина прозвучали как гром, взрываясь в сознании Гяо Ченя, вспоминая, как организация Тени была необычайно осведомлена о 9 треножниках и их попытке сотрудничать, чтобы разделить удачу. Все казалось логичным. Заменить 9 провинций, украсть удачу человечества. Какая огромная амбиция. Если они преуспеют, последствия будут невообразимы. Мы не можем позволить их заговору осуществиться. Немедленно определите координаты. Мы должны опередить их и войти в этот пространственный пузырь, чтобы очистить треножник Юнчжоу. Определив координаты треножника Юнчжоу, Гео Чень решил проникнуть туда в одиночку. Крайне нестабильная пространственная трещина искажалась и мерцала впереди, а за ней было то, что организация Тени называла иным измерением теневым доменом. Позволь мне пойти с тобой. Здесь ты должна остаться, если я не вернусь через 3 дня. Немедленно активируй Великий Строй Стены. В момент прохождения через трещину Гео Чень словно попал в другой мир. Здесь свет искажался, гравитация то появлялась, то исчезала. Обломки разрушенных зданий парили в воздухе, создавая причудливую картину. Правила пространства так хаотичны. Треножник Цзиньчжоу, прозревай до мельчайших деталей. Сила мудрости треножника Цзиньчжоу позволила ему мгновенно понять закономерности сканирования. В критический момент он увернулся. Избежав механизма эмоций, реальность и иллюзия порождают друг друга. Используя двойное прикрытие, Гео Чень проник в ядро теневого домена. Увиденное потрясло его. Они, оказывается, прекрасно знали о драконьих венах. Гео Чень бесшумно подошел к исследовательскому столу. На нем лежал раскрытый древний свиток. На свитке был текст «Юйгун». Но рядом были примечания, написанные неизвестными символами. «Судьба 9 треножников может изменить мироздание». Эта организация знает Хуася лучше, чем бездна. Когда Гео Чень собирался углубиться, знакомая проекция внезапно появилась впереди. Ваше Величество, Владыка людей, ваше присутствие поистине озаряет теневой домен. Озаряет теневой домен. Вы так старались, чтобы украсть судьбу 9 треножников. Украсть? Нет. Мы хотим создать новый порядок. Жаль, вы опоздали. Треножник Юнчжоу скоро будет нашим. Посмотрим, кто быстрее. Гео Чень больше не скрывался. Сила 6 треножников вырвалась наружу. Он превратился в золотой луч, устремившись прямо к пространственному пузырю. Треножник Юнчжоу, на место. Как только Гео Чень собирался коснуться пространственного пузыря, весь теневой домен внезапно сильно задрожал. Это пространственный сдвиг. Когда пространственные колебания утихли, Гео Чень обнаружил, что его телепортировали в зал, полностью состоящий из теней. Я давно тебя ждал, Гоу Чень. Но скоро это имя сменится. Наконец-то я нашел главного. Монстр, питающийся обидами, смеет называть себя владыкой людей. Монстр?
тьма, зависть, жадность в сердцах людей. Вот что такое настоящая сила. Я больше подхожу для управления этим миром, чем вы, жалкие существа, скованные эмоциями. Теневой император поднял руку, и тени во всем пространстве забурлили. И это все, на что ты способен. Добро пожаловать в мой домен. Здесь я — закон. Твоя сила будет моей. Твое место тоже должно смениться. В этот момент странное устройство в центре зала внезапно вспыхнуло ослепительным светом. Ты вытягиваешь удачу из треножника Янчжоу. Стой! Не торопись. Представление только начинается. Я покажу тебе, что такое настоящий призыв героических душ. За спиной теневого императора энергия теней безумно бурлила, создавая несколько искаженных фигур. Сокрушить. Все. Разрушить. Уничтожить. Как ты смеешь осквернять героические души? Осквернять. Я создаю более совершенное боевое оружие. В атаку. Проклятие. Здесь моя сила подавлена. Растоптать. Все на пути. Борись. Чем сильнее твое сопротивление, тем больше питается моя сила. Как только я высушу треножник Янчжоу, наступит твой конец. Нужно как можно скорее найти ядро этой области. Гэу Чень, окруженный темными героическими душами, постепенно выдыхался, а удача треножника Янчжоу продолжала истощаться. Гэу Чень и Теневой Император сражались в ядре теневого домена. Все пространство дрожало. Видишь? Твоя сила света здесь будет только подавлена. Почему эти темные души так знакомы? Гэу Чень призвал настоящие героические души Хуася. Обе стороны вступили в жестокую схватку. Бесполезно. Твоя сила здесь будет только слабеть. Почему сила 6 треножников так плохо работает? Когда Гэу Чень отступал шаг за шагом, голос Иншина прозвучал в его сознании, как колокол. Глупец. Путь владыки людей заключается в принятии, а не в отторжении. Принятие. Свет и тьма — все это человеческая природа. Все это твоя сила. Ты сдаешься. Нет, я должен все это вместить. Гэу Чень, используя свой статус владыки людей, насильно поглотил негативную энергию теневого домена. Ты сошел с ума. Так ты взорвешься. Это и есть полноценная человеческая природа. В невыносимой боли две силы начали сливаться. Как это возможно? Ты на самом деле. Теперь пора покончить с этим. Нет. Это моя сила. Ты ошибаешься. Это истинная сила владыки людей. Этого не может быть. Человеческое сердце уродливо. Как можно управлять им? Именно потому, что я понимаю тьму. Тем более нужно защищать свет. Гэу Чень с новообретенной силой одним ударом пробил экстракционное устройство. Треножник Янчжоу. Вернись. Треножник Янчжоу превратился в золотой луч и вошел в тело Гэу Ченя. Нет. Мой теневой домен. Весь домен начал сильно дрожать. Рушится. Пора уходить. Гэу Чень с треножником Янчжоу вырвался из домена. Оглянувшись назад, Гэу Чень начал очищать треножник Янчжоу, ощущая заключенную в нем силу. Какая мощная, агрессивная сила. И именно в этот момент Гэу Чень ясно ощутил местоположение последних двух треножников. Наконец-то. Остались только треножник Янчжоу и треножник Линчжоу. Тем временем, в самой глубине бездны, ужасающая воля ускоренно пробуждалась. Собрав 7 треножников, Гэу Чень прорвал пространство и вернулся в штаб Объединенных Сил. Сейчас аура, исходящая от него, была еще более глубокой и величественной, чем прежде. Словно он слился воедино со всеми горами и реками Хуася. Пассивная защита. Это не лучший выход. Чем ждать его пробуждения, лучше нам атаковать первыми. Ты хочешь силой открыть проход в бездну? Давно пора было так поступить. Я с вами. Мой лед, возможно, там пригодится. Ваше Величество, Владыка людей, ваша воля — это путь всего человечества.
Объединенные силы мира готовы следовать за вашим величеством в поход. Геу Чень больше ничего не сказал. Он раскинул руки, в полную силу активируя мощь 7 треножников. Душа Великой Стены, материализовавшаяся в небе, издала громогласный рев дракона. В то же время вера миллиардов существ со всего мира превратилась в видимые невооруженным глазом золотые искорки, которые, преодолевая пустоту, устремились к нему. Все. Сегодня небесно поглотит нас. Отлично сказано. Только уничтожив их логово, мы получим свое. Я полностью согласен. Пусть эти демонята увидят, что такое гнев Гегемона. Драконья кавалерия Хань. За мной прорвем вражеский строй. А мы контратакуем бездну. Под пристальным взглядом бесчисленных экранов по всему миру, под молитвы миллиардов существ, Геу Чень сделал первый шаг. Решительно ступил в проход в бездну, где свет переплетается с тьмой. Да здравствует владыка людей! Обязательно возвращайся живым! Малыш, запомни, они сражаются за нас. Да хранят нас предки. Да хранят владыку людей, да хранят кровь нашего народа. Золотое сияние у входа в проход. После того, как исчезла последняя фигура. Слегка померкла, но упрямо сохраняла стабильность, словно гвоздь надежды, вбитый между двумя мирами, обеспечивая путь к отступлению и возвращению в этой битве за судьбу. Пройдя через проход, союзные войска ступили на истинные земли бездны. Здесь демоническая энергия была густой, как смола, разъедая все на своем пути. Свет искажался. Воздух был пропитан тошнотворным запахом гнили. Чёртово место. Духовной энергии здесь кот наплакал, а демоническая проникает повсюду. Мой ледяной домен здесь сильно подавлен. Обычные бойцы здесь вряд ли продержатся долго. Неважно. Геу Чень лишь подумал, и за его спиной возникли призрачные силуэты 7 треножников, сияние усилилось. Особенно от треножников Цзичжоу, Юньчжоу и Сюйчжоу. Они излучали мощную, всеобъемлющую ауру, сплетаясь в огромный золотой ореол, который окутал весь лагерь союзных войск. Давление исчезло. Да здравствует Ваше Величество, владыка людей. Однако ответный удар бездны последовал незамедлительно. Во тьме зажглись бесчисленные алые глаза, сопровождаемые душераздирающим ревом. Волны монстров хлынули со всех сторон, предприняв безумную атаку. Отлично. Самое время размяться. Жалкие приспешники смеют преграждать путь. Убить! Держите строй и прорвитесь сквозь них. Этого недостаточно. Треножник Янчжоу, усильте оружие. Призрачный образ треножника Янчжоу, повелевающего битвами и оружием, внезапно вспыхнул, излучая ослепительное золотисто-красное сияние. Подобно волнам, оно прокатилось по каждому воину союзных войск. Какая мощь! Чувствую, что могу расколоть горы. Сила атаки увеличилась в несколько раз. Сила этого треножника на поле боя. Поистине божественно. Под усилением треножника Янчжоу боеспособность союзных войск резко возросла. Они выдержали безумное сопротивление монстров. Ступая по трупам бесчисленных монстров, к еще более темному, еще более гнетущему ядру бездны, они неуклонно продвигались. Смотрите туда! Это не принадлежит ни одной известной цивилизации. А вон там, похоже на обломки какого-то технологического творения. Все это было поглощено бездной. Другие миры. Видите? Вот что происходит с теми, кто проиграл. Мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы наш мир тоже стал частью этих бесчисленных костей. Убивайте. За наш дом. За человечество. Союзные войска, чья вера становилась все крепче, словно раскаленный клинок, разрезали тьму, продолжая бесстрашное наступление к сердцу бездны. Под предводительством Геу Ченя союзные войска с трудом продвигались по кровавому пути бездны. Как только все приблизились к этой центральной области, Геу Чень резко остановился, и его глаза вспыхнули невероятным светом. Это чувство. Треножник Линчжоу. Как он мог оказаться здесь? Треножник Линчжоу? Разве он не должен был быть? Он запечатан здесь. Повелитель бездны хочет использовать мои 9 треножников, чтобы подорвать и изменить судьбу Хуася.
Что происходит? Мне показалось, что мой отец ругает меня. Что-то влияет на наш разум. Мне кажется, я слышу, как плачет моя дочь. Нет, это неправда. Невидимые демоны сердца, рожденные в лабиринте иллюзий, начали разъедать волю всех присутствующих. Коварство и перемены должны быть разрушены высшим духом свободы. Приглашаем старшего Чуан Цзы. Тот, кто во сне пил вино, утром плачет. Тот, кто во сне плакал, утром охотится. Когда он спит, он не знает, что это сон. С его словами бесчисленные мерцающие бабочки из его рукавов вылетели, вливаясь в лабиринт иллюзий. Ты не рыба. Откуда тебе знать радость рыбы? Как только эти слова прозвучали, они наполнились высшим смыслом свободы. Подобно весеннему дождю, все нападающие демоны сердца замерли в воздухе, затем на их лицах появилось растерянное выражение, и их фигуры рассеялись, как дым. Они больше не могли собраться. Треножник Линчжоу. Если не сейчас, то когда? Восьмой треножник занял свое место. Аура Геоучения снова резко возросла. 8 призрачных треножников Цзючжоу появились одновременно. Свет, исходящий от их резонанса, был беспрецедентно ярким. Свет даже рассеял тьму бездны. Слишком силен. Старый Нагу, ты сейчас просто как настоящее солнце. Это что? Сила 8 треножников, объединенных в одно. Однако, в этот момент наивысшего сияния света, ужасающая воля, казалось, была встревожена этим светом, и от нее исходили пугающие колебания. Свет резонанса 8 треножников, словно острый меч, вонзившийся в сердце тьмы, глубоко ранил владыку этого измерения. Все измерения бездны начало сильно дрожать, издавая стоны, не выдерживая нагрузки. Что происходит? Демоническая энергия собирается там. Что-то должно появиться. Это оно! Оно пробудилось! В конце концов, вся тьма и демоническая энергия сконденсировались в гигантскую фигуру, которую невозможно точно описать словами. Она состояла из всех негативных понятий. Переплетенный коллектив, само его присутствие, заставляло пространство постоянно рушиться и перестраиваться. Все кончено. Все кончено. Нет, не смотри на меня. Один лишь взгляд повелителя, наполненный крайней злобой и давлением, почти заморозил души объединенных сил. Они рушились. Букашка, ты наконец-то вырос, но все равно умрешь. Это ты умрешь. Этим миром не тебе повелевать. Геоучень подумал, и 8 треножников появились. Его фигура, освещенная сиянием 8 треножников, противостояла огромному темному повелителю. Граница между светом и тьмой яростно искажалась и сталкивалась между ними. Героические души Хуася, сражайтесь со мной. Битва такого уровня. Нам даже наблюдать за ней так тяжело. Старый Нагу, держись. Геоучень довел свою силу до предела. Сила 8 треножников и наследие цивилизации Хуася, наделяя его силой. Он с легкостью применял уникальные навыки различных прославленных полководцев, объединяя их. Он сражался с владыкой бездны, и исход битвы был неясен. Казалось, никто не мог одержать верх. Тщетная борьба бесполезна. Поглощение. Бездна. Сила владыки бездны казалась безграничной. Она представляла собой накопленный негатив целого измерения. Со временем, хотя Геоучень и пылал боевым духом, и 8 треножников все еще сияли. Под натиском, казалось, бесконечных волн тьмы, радиус его сияния начал сужаться. Его атаки уже не были такими стремительными, как в начале. Геоучень. Твоя цивилизация, твоя удача, в конце концов, станут моей пищей. Ход битвы начал склоняться в неблагоприятную для Геоученя сторону. Геоучень, перед владыкой бездны под бесконечным натиском они отступали шаг за шагом. Сияние 8 треножников тускнело. Боевой дух союзных войск также упал до предела. Именно в этот критический момент величественный и спокойный голос, подобный колокольному звону, взорвался в почти иссякшем сознании Геоученя. Глупец. Хотя 8 треножников сильны, они несовершенны. Только когда 9 треножников объединятся, смогут они установить порядок в мире. 9-й треножник. Треножник Инчжоу. Где он?
далеко в небе, но близко перед глазами. Он всегда был внутри тебя. Это изначальная сущность владыки людей, которую ты принес, пересекая время и пространство. Это основа для активации душ Хуася. Гео Чень интуитивно почувствовал это. Он заглянул внутрь себя, в самой глубине его души. Нежное, как нефрит, зеленое сияние, содержащее бесконечную жизненную силу и надежду, спокойно плавало. Его аура была идентична треножнику Яньчжоу. Он всегда существовал, как сердце, обеспечивало его первоначальной силой, но он игнорировал ее истинный источник. Вот как. Я и есть треножник. Треножник и есть я. Сила 9 земель сегодня должна полностью вернуться ко мне. Предсмертные потуги. 9 земель объединяются. Владыка людей явился в мир. Сила 9 треножников полностью слилась в его теле, превратившись в неразделимое целое. Неописуемое, ослепительное сияние вырвалось из каждой поры тела Гео Ченя. Вырвалось наружу. Когда сияние рассеялось, Гео Чень парил в пустоте. Он все еще был тем же юношей, но в его глазах отражались горы и реки 9 земель, тысячелетия истории. Вокруг него больше не было теней треножников, потому что он сам уже стал воплощением треножника. Он был совершенным и безупречным владыкой людей. Нет, невозможно. Совершенный владыка людей. Да, Атун. Полноценный владыка людей явился в мир. Хотя Гео Чень больше не излучал ослепительного сияния, от него исходила мощная сила, питающая все сущее и восстанавливающая порядок. Его простое присутствие сделало буйную энергию бездны вокруг послушной. Хаотичные законы начали возвращаться на свои места. Здесь должна быть жизнь. Слово стало законом. Сила владыки людей, содержащая созидание и порядок, потекла с его кончиков пальцев. Созидание. Он создает жизнь. Боже мой, это же Создатель. Взгляд Гео Ченя устремился дальше, на тех монстров, что блуждали во тьме и рычали. Среди них многие все еще сохраняли человеческие очертания. В его глазах мелькнуло сострадание. Заблудшие сородичи. Пора проснуться. Теплая волна, исходящая от Гео Ченя, распространилась, как рябь по воде, нежно касаясь тех ужасных монстров. Я. Где я? Разве я не... Мы спасены. Это Ваше Величество, Владыка людей. Огромное тело Владыки Бездны, состоящее из негативных концепций. Перед лицом этой силы Владыки людей, полной жизни и надежды, неожиданно начало испаряться и рассеиваться. Нет, мое разрушение, моя вечность, как может быть осквернена светом. Владыка Бездны безумно сжимал себя, а также все оставшиеся силы бездны, конденсируя их чрезвычайно сдержанной, настолько черной, что поглощал весь свет, содержащий концепцию окончательного уничтожения, ужасающий энергетический шар. Он с грохотом выстрелил им в Гео Ченя. Это был его последний удар, на который он поставил все, чтобы уничтожить мир и утащить владыку людей с собой. Тьма в конце концов уйдет. Надежда навсегда останется в сердцах людей. Все это от невежества к просвещению, от примитивности к великолепию, вся мудрость человеческой цивилизации Земли, эмоции и духовные кристаллизации. Они слились в теплый, твердый, всеобъемлющий свет цивилизации. Этот свет исходит из сердец людей, передается из поколения в поколение. И никогда не угаснет. Вот что это такое. То, что мы всегда защищали. Оказывается, наша собственная сила так прекрасна. Как тепло, будто вернулся домой. Свет продолжал распространяться, проникая в самые темные, самые грязные уголки бездны, освещая каждую душу, когда-то окутанную отчаянием. Нет, что это за сила? Почему я не могу понять, не могу поглотить? С полным исчезновением повелителя бездны, угнетающая и злая аура, пронизывавшая все измерение бездны с древних времен, быстро рассеялась, как отлив. Тьма ушла, свет остался. С полным уничтожением повелителя бездны, демоническая энергия и разложение, распространенные им по бесчисленным мирам, потеряли свой источник и начали быстро рассеиваться, как отлив.
Именем этого мира законы возвращаются на свои места. Горы и реки вечны. Под его огромной силой разрушенное реальное пространство быстро восстановилось. Неспокойные земные жилы успокоились. Даже природная экосистема, нарушенная войной, начала быстро восстанавливаться. После этого Гиу Чень не стал создавать никаких династий и не стремился к господству. Вместо этого он сотрудничал с восстановленным глобальным советом. Объединяя передовые концепции культивации с технологиями, помогая цивилизации быстро восстановиться из руин и создавая более сплоченный и эффективный порядок. Одновременно он взмахом руки открыл несколько стабильных, излучающих дружелюбие межзвездных порталов. Согласно указаниям Его Величества Владыки Людей, мы установили официальные дипломатические отношения с Федерацией Зеленой Равнины, Цивилизацией Рассвета и другими дружественными высокоразвитыми цивилизациями. Наконец, Гиу Чень прибыл на центральную ось Хуася. Взмахом руки 9 треножников Цзючжоу вылетели из его тела, превратившись в 9 древних и величественных священных стел, слившихся с горами и землей, навечно охраняя судьбу Хуася. Обязанность по защите. Семья Лун будет выполнять неизменно. Ребята, только отточив свои навыки, вы сможете защитить то, что хотите защитить. Сила должна использоваться для создания лучшего мира. Бывшие товарищи выросли и стали неотъемлемые основы и столпы новой эры. Много лет спустя мир вступил в эпоху мира и процветания. На рассвете, на вершине горы Тайшань, море облаков бурлило, и солнце вот-вот должно было взойти. Все успокоилось. Мэмэ. Величественная и удовлетворенная тень медленно сгустилась рядом с Гао Чинем. Это был первый император Ин Чжэн. Покорение 6 царств было лишь основой для одного поколения. Если пламя цивилизации не угаснет, то оно будет передаваться тысячам поколений. Ты превзошел меня. Ах, благодарю Ваше Величество за наставление в прошлом. Гео Чень чувствовал в своем теле безграничную мощь владыки людей, связанную со священными стелами 9 треножников, а также спокойные и полные надежды молитвы, исходящие от всего сущего в мире. Путь Вашего Величества заключался в объединении 6 царств, унификации письменности, унификации колеи и заложении основы на 1000 лет. Мой путь — это защита земли, которая меня родила и вырастила, и людей на ней. Но путь владыки людей, возможно, только начинается.